Доброе утро, рада видеть, Анечка. Доброе утро. Всех тоже рада видеть. Так, Доброе утро, рады тебя видеть, опять в эфире, благодарим. привет, привет. Чего? Доброе утро. Микрофоны проверяем, все работает. Прекрасно. Сережа, привет, всем привет. Доброе утро. Проверяем микрофоны. Доброе утро. Так, по возможности всем, у кого получилось, всем включила микрофон. У нас здесь в эфире сегодня есть мои друзья, наши друзья тоже лидеры, которые были с нами вместе на Мальдивах. Вот, и мы сегодня поделимся, конечно же, своими впечатлениями. Лариса, приветствую вас. Здравствуйте, у вас включен микрофончик. Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Даже не знаю, с чего начинать, список огромный тем. Но, конечно же, начну с Мальдив. И у некоторых был такой вопрос, а сколько стоит поездка? А как же это вообще у вас там получилось? А как попасть в следующий раз на такую же поездку? Ларисочка, у вас микрофон включен. Нажимайте кнопочку, да, чтобы синюю. Я плохо слышу, сейчас попробую перезайти. Синюю нажмите, чтобы звуки лишние не мешали. В общем, вопросов было очень много по Мальдивам, и я вам хочу сказать, что Мальдивы очень серьезно заряжают, настолько заряжают, столько дают инсайтов, это столько было общения, это столько было людей. Вот вы только сегодня с Сергеем, сейчас у нас как раз вот в группе Марчук Сергей, мой друг, они семьей целой с женой были тоже на Мальдивах, и вот только сегодня я ему отправляю сообщение и говорю, ты знаешь, я говорю, вот все фотографии на Мальдивах сделали, все возможные, со всеми пальмами сфотографировали, с разными черепахами, с чем только могли, с кем только могли. Но, говорю, не нашла там гамак. Он говорит, как это ты не нашла гамак? Гамак же там был, вот и рассказывает мне, туда пройти. Я говорю, господи, за 10 дней не было времени туда даже дойти. Столько было общения. Это столько было знакомства. Я со столькими интересными людьми познакомилась. Представьте, нас 250 человек было, еще плюс дети. Огромнейшая команда детская была отдельная. Вот. И у меня есть такие знаковые, очень важные знакомства. И вот информацию, которую я получила, после которой, представьте, у меня произошло озарение, понимание, еще глубокое принятие стартового потока, еще большее понимание, как работает растущий поток, еще большая вообще любовь к концепции всего проекта, еще глубочайшее уважение к Дмитрию Васадину, который просто раскрывает нам всем мышление, глаза, видение. Это такая любовь просыпается внутри, потому что представьте, что такое, как это вообще важно среди всего этого мира людей, 8 миллиардов, 10 миллиардов людей, вдруг встретить человека, который тебя понимает, который идет с тобой в одном направлении, который понимает, о чем ты говоришь, которому интересно с тобой общаться. И вот эти вот 250 человек, это просто как один только такой взахлеб воздух, так, ты как вот так вдохнул, и вот представьте, все 10 дней вот так и прошли в этом состоянии. Вот, я вставала в 5 утра, не могла больше спать, потому что мне обязательно нужно было посмотреть на эту красоту. Плюс ко всему, в 6 утра я уже встречалась с Ольгой Карповой, которая точно так же бегала вместе со мной по всему острову. Собирали мы и кокосы, и крабов фотографировали, видео все делали. Восхищала и природа, и океан, конечно же, и люди, которые рядом с нами находились. Эти люди... И встреча с ними, вы представляете, как это важно? Вот представьте, что мы летели 3 самолетами, добирались машинами, лодками, практически 2 суток. И вот когда ты встречаешь этого человека на этом очень маленьком островке, в огромнейшем океане, в этом огромном мире, вот этого человека, который сидит тебе и говорит, Аня, я тебя понимаю, у меня точно так же, и вот смотри, я тебе сейчас покажу, как это работает вот с моей точки зрения и в моем мире. И когда он делится с тобой, ты думаешь, Господи, он что, святой? Этот человек святой, Бог, Вселенная тебе его прислала, он открывает тебе глаза на какие-то вещи, на видение. Это такая любовь внутри в сердце просыпается.
В общем, я пригласила сегодня Сергея к нам на эфир, потому что мы вместе делали очень много фотографий. Я, как вам уже сказала, он был целой семьей и с маленьким ребенком. Один взрослый ребенок, один маленький ребенок. И с женой был. И мы столько много фотографий сделали, столько тоже говорили совместно о разных направлениях. И как раз были на нашей общей вечеринке. Мы проводили потрясающее время. Представляете, целую косу на острове нам выделили. Ну, точнее, мы ее взяли в аренду, наверное, я так подозреваю. Мы все это смогли купить благодаря кэшфлоу. Туда вывезли нам кухню, поставили нам на песке прямо сцену, привезли самого лучшего местного их диджея, самого лучшего на Мальдивах. Не на острове, а на Мальдивах, на всех островах. И у нас там играла музыка, и живая музыка, и девочка нам потрясающе пела. А потом у нас дискотека была, у нас были, ну, мероприятие было высшего уровня даже на острове, даже посредине океана. И, конечно же, конференция, которая была с Ирочкой Левченко, и мы, представьте, все 300 человек знакомились, мы все себя презентовали, поэтому сразу всем будущим лидерам, сразу всем говорю, что, друзья, у меня что-то с Wi-Fi, секундочку, сейчас переключусь на другой Wi-Fi, чтобы меня было лучше слышно. Так, вот так, видимо. А теперь меня слышно? Теперь слышно. Вот, Слышно. меня выбило, у меня был Wi-Fi другой, оказывается, забыла переподключить. Слышно теперь, да? Да, отлично. О, супер. Я не знаю, на каком этапе перестало меня быть слышно. Давно меня не слышно. Все прекрасно Понятно. было слышно до слов, когда ты сказала, ой, сейчас переключу Wi-Fi. Так что А, Ты говорила, сейчас надо всем лидерам и все. да, я сейчас вот предлагаю каждому лидеру обязательно взять это на заметочку, чтобы вы могли выучить наизусть свою собственную такую 5-минутную презентацию о себе. Это было очень важно, когда нас собралось 300 человек, и каждый должен был вложиться в эти 2, 3, 5 минуток, а растягивались на полчаса, то мы целые сутки провели в знакомстве. Вот. Но познакомились, конечно же, со всеми группами. Очень много приехало людей из разных стран, со всего вообще направления. Со всего направления. Вот Сергей прилетел откуда-то из Бельгии. да, я с Бельгии, но с нами же были еще люди со Штатов прилетели, с нами были из Китая, с Японии были, ну, я не говорю уже про Азию, которая близко там было много людей. Да, конечно же, Германия обязательно была, Европа, европейская часть была, вся страна, вот это вот Киргизстан, Казахстан, страны все СНГ были, Молдавия, Кишинев, Прибалтика, все было, огромное количество из разных стран. В общем, впечатлений море. Я летела в самолете, сидела вот так, всем дарила по дороге по 50 евро, предлагала зайти таким образом кэшфлоу. Мне такое было счастье, что я когда увидела, что у нас в самолете оказались еще люди, которые сотрудники, работали на острове, я говорю, дарю вам по 50 евро, только единственное, что вам нужно будет зайти в свой кошелек, пройти регистрацию и их получить. Сможете ли вы это сделать? В общем, провела классное время в самолете, тоже развлекались, получили массу удовольствия. Вообще-то даже и отдохнули прекрасно. Но я думаю, Сергей, ты сейчас что-то дополнишь, расскажешь. Поделись, пожалуйста, с нами, как тебе вообще было. Меня опять не слышно? Тебя Ой, слышно? да, это я не включил микрофон, да, извиняюсь. А, Самый прикольный инсайт был, мы вернулись в Брюссель уже, приехали, встретились с друзьями, друзья такие говорят, ну слушайте, ну мы не будем спрашивать, как вы на Мальдивах отдохнули, потому что на Мальдивах невозможно плохо никак отдохнуть. В общем, классно мы зарядились. Там больше всего мне понравилось это, кто был в аквариумах, смотрели там на рыбок, на всяких желтых, красных, там помаранчевых, зеленых, длинных, круглых. А мы на Мальдивах это купались среди этих рыб там, с масками, с аквалангами. Блин, это такой кайф был, когда ты плывешь там чуть ли не в обнимку с акулой, черепахи плавают возле тебя. Это ощущение не передать, это запомнится навсегда. да.
Да, мы плавали, я действительно плавала с акулой. И первый раз, когда я проплыла, было страшновато, но потом все нормально, отдышалась, привыкла. Оказывается, это акула-лиса, такая акула, которая, в принципе, хоть она даже и крупная, но она не нападает на человека. Ну, по крайней мере, в истории Мальдив такого не было. Вообще на Мальдивах все в таком релаксе, все находятся на таком там даже музыка нигде не играет, вообще нет громкого ничего. И вообще ты можешь выйти на пляж один и вот так смотреть, никого вообще по сторонам нет. Этот белый песок, особенность этого холодного песка. В общем, мы настолько благодарны Ирочке, что она нас собрала. И я себе на стене, сейчас покажу, у меня же на стене, как всегда, мои все заметки висят. Вот здесь всегда. Вот, я здесь себе написала очень важную заметку. Вот здесь она в этом углу написана. Всегда покупай самый комфортный перелет, самую лучшую виллу, самый шикарный отель, самый длинный период отдыха. Лети раньше, прилетай, вылетай позже, возвращайся позже. Я себе после Мальдив в очередной раз и после всех своих поездок уже решила однозначно написать такое правило, повесить на стене, потому что я когда уезжала, мы плакали все, когда уезжают. Казалось, боже, это так мало, эти 10 дней, это так мало, нужно еще 10 дней, еще 20 дней. Хотя еще плюс, получается, мы 14 дней были в путешествии, потому что плюс перелеты, даже у меня 15 дней получилось. Плюс перелеты, плюс еще в Дубаях еще были несколько дней, даже у меня, наверное, 16 дней. Но все равно я себе написала, все, у меня теперь правило, значит, брать самый лучший перелет, комфортный. Очень многие после Мальдив перешли на бизнес-класс, либо на первый класс, на бизнес-класс, на улучшенный перелет, потому что Мальдивы, вот, понимаете, происходит расширение. Когда ты берешь эти деньги, казалось бы, я сейчас эти деньги могу куда потратить. Ну, например, вот я бы себе что-то на них купила, там, ну, например, там, машину можно ли купить? В принципе, можно, какую-то машину можно. Что-то еще можно, часы дорогие, можно. И вот я бы это носила с собой всегда. Но берешь и делаешь такой шаг в пространство и говоришь, а я себе создам прямо вот сейчас именно отдых. И соединюсь с людьми, тоже из кэшфлоу проекта, из нашего фонда. В этот момент берешь эту сумму и вкладываешь ее в это путешествие. Казалось бы, ты вкладываешь в воздух, что-то такое вообще приобретаешь непонятно, какой-то перелет за сумасшедшие деньги, виллу где-то там на острове тоже за какие-то деньги по стоимости машины. Но ты рискуешь, по сути, да, и делаешь этот шаг. И чувствуешь себя после него, после этого шага таким, знаете, как чувствуешь себя вот сразу по-богатому, богатым. И в этот момент что происходит, когда ты прилетаешь и оказываешься среди всех таких же людей, которые точно так же поступили, а может быть еще в 2 раза больше заплатили, то у тебя что-то такое происходит с мышлением, открывается как будто бы новая дверь, новый этаж совершенно и новое понимание всего происходящего. И ты вдруг начинаешь понимать, что оказывается, вообще самые богатые люди этого мира, они всегда так делают, и оказывается, они таким способом увеличивают деньги. И оказывается, они таким способом живут и чувствуют себя счастливыми, и чувствуют себя в еще более комфортной безопасности. Потому что когда человек с мышлением бедного, и когда у него постоянно нехватка денег, у него очень много тревожностей в жизни. И перед тем даже, как лететь на остров, у меня возникали такие мысли, а вдруг? А я такая, так, спокойно, а вдруг это мышление бедного? Никаких а вдруг. А потом я заметила, что другие люди, которые мне звонили, говорят, Аня, ты не боишься, вдруг волна накроет этот остров? Или они начинали говорить, у тебя 3 перелета, как ты их состыкуешь? А вдруг они не состыкуются, эти перелеты? И я замечаю, что те люди, которые эти вещи мне говорят, что все-таки они еще не понимают вот этого вот состояния. Мышление богатого – это мышление, которое всегда говорит, здесь безопасно, здесь, я уверен, точно безопасно, здесь меня поддержит Вселенная, а здесь я точно нахожусь лично, потому что это я, пусть даже я король, я в безопасности, или я королева, я в безопасности. Вот это мышление богатого. Так на Мальдивах оно просто вот так открылась дверь, я вышла, и я
на 7 этажей выше как будто бы стала, я начала это полностью ощущать. Ты летишь в самолете среди таких же успешных людей, а там уже частные вот эти маленькие авиарейсы, сидит, ну, человек 50, максимум, может, меньше, и ты смотришь на этих людей, боже, среди тебя там, среди этих людей знаменитости прямо есть. Это так интересно. И ты чувствуешь себя совершенно по-другому. Ну вот, Сергей, поделись, ну как вообще ты себя ощущаешь после Мальдив? Конечно, ощущаю совсем по-другому. Еще тоже зацепили тему за машины такое. Я про машины не могу просто молчать, когда идет речь о машинах. Я был в шоке, когда в первую неделю вот мы вернулись после Мальдив, сколько людей, которые были с нами на Мальдивах, уже купили себе машины. Как они начали делиться этим, они вернулись и сразу с новыми машинами себе пошли купили. Но мы, конечно, с Олей тоже решили себе, уже присмотрели, там пошли в автосалон, окей, да, нам надо пару месяцев подождать, чтобы нам новенькую привезли. Вот, но это изменение мышления вот, людей, наверное, всех на пальцах не пересчитать. Там Сергея Белоусова, ну, первое я его увидел, и потом пошло Виктор Красюк, еще, я не помню всех лидеров, потому что я делал репосты и читаю в группах, как это происходит. Просто глаза такие, как, да, действительно, это так возможно, это так легко, это так просто. Когда Красюка мама была с нами, Галина, 70, сколько, 8 лет ей, по-моему, она была с нами. В это время Виктор Красюк уже выиграл 10 тысяч евро. Это так работает. Да, так работает, скажи. Это классно заряжает. То есть тут даже не про обычный какой-то, можно сказать, не банальный отдых, а тут именно пошла синергия, когда успешные люди все собрались в одном месте и что-то такое грандиозное включили и в себя, и в окружающих, кто с ними общается. Это что-то потрясающе грандиозное, и в этот момент прямо хочется открывать все потоки. У меня моментально вот лежала на 600 евро, лежала в копилке, я сразу стартовый на 600 открыла, сейчас готовлю стартовый на 1000, и ты на этой волне находишься, и, ну, это ощущение именно вообще благости, такого кайфа, расширения, чувствуешь прямо богатство, чувствуешь, видишь, как работает все это. Чувствуешь этих людей, хочется всем людям передать это состояние, поэтому обязательно все прилетайте, все давайте встречаться. 25 мая уже все встречаемся в Германии. Светлана Энгель организовывает эту встречу. Девочки из Германии, ну не только девочки, у нас есть и Торстен, конечно, и наша немецкая команда организовывает, но я думаю, что он немецко у нас говорящий. Вот, он сейчас будет смотреть это видео в записи с транскрипцией, с переводом. Ему тоже привет, конечно же, он тоже принимает особое участие. Но в любом случае, я вам очень рекомендую всегда, для того, чтобы расшириться, перейти на новый финансовый уровень, обязательно нужно сделать этот вклад. Купить это, поехать в пути, познакомиться, собраться. Мы летели в самолетах, мы уже в Загребе в самолете, уже встретили своих. Вы вообще представляете? А когда мы в Дубае сели, мы вообще столько человек 20 уже летели с нами, это свои люди. Наступает такой восторг, ты на 200 человек самолет, 20 человек из кэшфлоу летит. Это такой восторг, это такая радость. И ты понимаешь, что это твои люди, это люди за тебя, понимающие тебя, принимающие тебя таким, какой ты есть, слушающие тебя, и я их люблю и слушаю, понимаете? То есть это настоящая, живая, вселенская, всечеловеческая коммуникация. В общем, у меня восторга. Сергей, еще что-то есть у тебя добавить? И я уже пойду на другую тему, пойду про наши планы будущие рассказывать. Да, переходим к следующей плану, я немножко занят, но что я добавлю, что запускаем, делаем потоки. Это колоссальная энергия, когда мы все вместе что-то делаем. Спасибо, погнали, у меня тут шумно немного. Да, благодарю тебя. Людочка, кстати, деликатная Людочка, ты тоже здесь на связи? Может, ты расскажешь, ты с нами на Мальдивах была? Да, Анечка, я хочу включить микрофон. Благодарю, что дала слово. Тоже еду сейчас в пути. Я всем всегда говорю, у меня первый выезд был в Валенсия. Я только стала участником фонда, и я уже тогда поняла после первой своей поездки в Валенсии, насколько расширяется мышление, личностный рост и понимание, где ты,
с какими людьми находишься, и моментально после таких встреч происходит трансформация, и цели ваши стают более масштабные. Я хочу сказать, что это был не просто отдых лично для меня, это было настолько принятие и обучение вот через общение с людьми, понимание, в каком мире. Это абсолютно другой мир. Люди, я всех призываю, я всегда говорю своей команде, вырвитесь, просто вырвите себя хотя бы один раз на такие поездки, и вас уже будет просто не остановить, потому что это круто. Это такая синергия на самом деле. Вот ты едешь вроде просто отдохнуть, но когда ты приезжаешь с таких поездок, ты настолько становишься наполненным, абсолютно ощущение, как будто ты другая. Это как бы, да, Аня, много-много инсайтов, много фишек. Я тоже открыла очень много потоков, я уже перешагнула планку даже, ну, я открыла очень колоссальный поток, я заложила фундамент уже на следующую себе поездку. Ира сказала, где будет, пока это тайна, не знаю, может, уже не тайна, но я просто открыла себе сразу огромный поток на киргизской платформе, на 1 миллион киргизских сом, потому что я знаю, что в следующую поездку я еду. Аня, и подписываюсь под каждым твоим словом, что когда ты едешь в вот такую поездку и вроде как бы сидишь в своем маленьком мире, ну хорошо, возьму себе эконом-класс, а потом понимаешь, да нет, это безопасно, да нет, это новые знакомства, да нет, это просто ты другая, и здесь есть все возможности для этого. И если выбрать между покупкой какой-то вещи и вот такая вот поездка, я выберу 10 таких поездок, потому что ну, это совсем абсолютно новый формат личностного роста после таких поездок. Я, наверное, уже трижды это сказала. Но вот у меня до сих пор остались очень такие теплые воспоминания, классные вечерние встречи, безумная благодарность абсолютно каждому участнику, кто там был, за то, что отдавали частичку себя для тебя же самого же. Очень много, очень классно. Всем советую, рекомендую обязательно быть на таких встречах, потому что мы вроде как бы слушаем офлайн встречи, бываем на живых встречах. Я очень часто в Варшаве с Верой Хоптинец проводим, но это совсем другое. Это абсолютно другое. Это как сравнить вот, ну, что-то хорошее и что-то вот космос, да, космическое. Это очень классные энергии. Это ни с чем не сравнимое, и я ни капельки не пожалела, что я там была, хотя Аня тоже проводила такую сравнительную характеристику, вот, блин, если я поеду, это практически полавтомобиля, хоть даже целый, я ни капельки не жалею, что я вот это там была, потому что это из 15 чудес в жизни, которые существуют в этом мире, Мальдивы стоит посетить, а тем более, если в таком обществе единомышленников, добрых, светлых, это абсолютно другие вибрации, абсолютно, совершенно, и поэтому это стоило того, это просто, я бы еще, если бы сейчас Ира сказала, возвращайтесь, я бы вернулась, именно в общество, да, я не плавала с акулой, потому что я боялась, но я это видела, да, Анечка, я тебя благодарю сердечно. Людочка, благодарю тебя. Знаете, все 300 человек, вот, которые были, теперь любовь, 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 любовь. Я даже детей всех знаю, и даже дети меня все знают. Я только заходила в ресторан, и все кричали: Аня, дети все, привет! Это такой восторг. Вот эти 300 человек, это такая команда оказалась сплоченная. И вот Люда правильно сказала, вот это действительно чувствуется. Казалось бы, ты мог купить за эти деньги какую-то машину, но ты делаешь этот шаг, ты все-таки вкладываешь это в себя, в свой комфорт, смотрите, комфорт, и потом происходит просто прорыв. Оказывается, когда ты возвращаешься, не зря Сергей то же самое сказал, сейчас деньги на машину у тебя уже есть. Получается, ты не зажался там в тот момент, когда тебе нужно было вот сделать этот шаг. Ты сделал такой же смелый шаг, как сделала Люда, Сергей, как сделали все эти 250 человек. Мы все договорились, да, сделали этот шаг, поехали, встретились, провели время. Это восхитительное время провели. Столько информации получили, столько знаний, столько всего нового услышали. С Ирой напрямую пообщались, с топ-лидерами пообщались.
с руководителем киргизской платформы я познакомилась, с руководителем китайской платформы я познакомилась, с руководителем именно потока кэш я познакомилась, с СНГшной нашей платформой познакомились, все руководители были, британской была, Нелли была, обязательно, смотрите, польская, Верочка была, у нас только Ярослава не было, а так, в принципе, все были. Было восхитительно, восхитительно. Из того нового, что я хотела сказать, вот что говорила Ирочка, что нас ждет, что нас ожидает, какие планы на будущее. Как вы все видели, Дмитрий Васадин сейчас находится вместе с Ярославом. Почему Ярослав не был, собственно, потому что они в Шанхае, они на выставках, они подписывают очень много контрактов интересных для нас дальнейших планов. В общем, скоро уже о них объявят. Но то, что Ирочка нам сказала, что мы будем очень хорошо и сильно развиваться все именно в туристическом направлении. Есть в планах, конечно же, я так думаю, что это уже в планах. Наверное, я сейчас могу это озвучить, хотя это был секретик. Есть в планах даже, скорее всего, приобретение на весь наш фонд сети отелей. Есть в планах даже приобретение авиакомпании. То есть мы все с вами будущие путешественники, счастливые люди, свободные люди, кайфологи, должны путешествовать много. С помощью путешествий переходим на новый уровень однозначно мышления. И деньги, если так можно сказать, если вы уже готовы это понять и услышать, начинают приходить к вам самостоятельно квантиться. Деньги квантятся за счет нашего определенного состояния, в котором мы находимся. Вот я это состояние на Мальдивах обалдеть как четко ощутила. Прямо, фух, его прожила. Вот. Так что я под впечатлением, очень много инсайтов. Какие инсайты я получила? У меня очень много инсайтов. Я сначала их записывала, потом уже поняла, что не успеваю их записывать. И я подготовила тоже такое видео. Сейчас оно у меня в монтаже. В этом видео я беру интервью у нескольких очень интересных людей. Я это все смонтировала в одно. И вот скоро его выгружу. Там интересное интервью у меня было с Сусарп. Это Сусарп, она руководитель нашей киргизской платформы. Она нам рассказывала и про Киргизию, и про СОМ, и про то, как вообще она работает, про свои, все рассказывали про свои собственные стратегии. И что вам сказать? Вот у меня произошел потрясающий инсайт относительно стартового потока. Я вчера уже выложила такой кусочек видео, написала, вам показала в группе, что я сейчас заканчиваю монтаж. Сегодня я полностью закончила монтаж видео про стартовый. После нашей с вами встречи общей я его выкладываю в YouTube, и вы сможете посмотреть. То есть однозначно я теперь поняла, что стартовый поток – это жизнь. Стартовый поток – это то, с чего нужно начинать каждому. Стартовый поток дает колоссальнейшую раскрутку. Вот все, я это осознала, я это поняла, я это прожила, я это приняла. Теперь я это готова нести и учить каждого. Я вот сейчас прямо уже камеру переведу на листочек, начнем с вами обсуждать. У меня тут есть несколько планов, очень много вопросов, скопившихся за эту неделю. Вот, в общем, немножко энергии Мальдив вам передали. Сейчас я отключу эту камеру, поменяю камеру немножко на другой, на стол, и пойдем дальше. И если сейчас у меня есть кто-то в эфире, кто хочет что-то добавить, спросить, сказать, с какой темы мы начнем, с первой, давайте, включайтесь, то как раз продолжим тему. Если нет, то я прямо сейчас уже начну отвечать на все необходимые вопросы. Вот эти все вопросы выписала. На все вопросы. Сейчас начну отвечать. Так, у меня на этой неделе был, значит, очень интересный вопрос по поводу майнеров. Вот, я обязательно на него отвечу, но чуточку позже, потому что с майнерами мне все понятно, а сейчас вот, значит, хочу показать тему про сложный процент, потому что самый большой отклик именно на этой неделе был по теме сложный процент. Видно, да? Надеюсь, что всем видно.
Ура, 8 чудо света. Рассказывай. Давай, 8 чудо света, рассказываю. У меня такой, видно, не блестит экран, видно тебе, да, Сереж? Или как? Я за рулем еду, но, конечно, что-то Анечка, видно. видно, не блестит. Видно. Значит, да, это реально 8 чудо света, и очень внимательно отнеситесь к этому вопросу. Я постараюсь ярче сделать, может, получится. Смотрите, как оказывается, вы, если помните, я где-то год назад, 2 года назад показывала все это, я думала уже людям это понятно и ясно. Но так как оказалось, непонятно. Значит, наш проект Cashflow, фонд Cashflow, все платформы, они нам дают в среднем 12%, это минимальная ставка, которую мы там с вами получаем, от 12% и выше. Я вот здесь беру доходность за один период, за один месяц, 12%. Я вот здесь поставила 36 месяцев, это 3 года. И здесь поставила очень минимальную сумму 300 евро. Я разговаривала с несколькими людьми недавно, и они мне говорят: ой, конечно, у тебя же денег было на вход там 1,5 миллиона, наверное, ты зашла, и поэтому ты сейчас уже себя спокойно чувствуешь и летаешь на Мальдивы. Я еще раз вам хочу сказать, у меня не было больших денег. Я с первой суммы, с которой зашла, это было 500 евро. Внимание, 500 евро. Да, за 3 года, я в проекте нахожусь 7 лет, у меня так получилось. Первые 3 года я все время пробовала, я не могла найти подход, я металась от одного в другое. Потом 4 года назад меня как вот осенило, как после Мальдив. И я поняла, как это работает. И я 4 года назад начала упорно свою энергию направлять только лишь сюда, в Cashflow. Только лишь сюда. Все. Я приняла, я поняла, я осознала. Это мое, это жизнь, это психотерапевтический инструмент. Это то, что сможет сделать вас счастливым, здоровым и богатым. Это вот эта платформа Cashflow. Я Сейчас, еще хочу добавить тебя, Аня, если можно, если не да, посчитаешь, что перебиваю. Сложный процент, да, я тебя переплюнул, скажем так, поэтому по минимальной ставке, потому что я начинал с 20 баксов в месяц, 20 долларов, тогда еще были потоки в долларах. да. Да, я смотрел на эти копейки, да, но я писал тиктоки, что получил там $1,5 получил. Вау! Это было, так сказать, смешно, возможно, с какой-то степени, но тем не менее я это делал, я не остановился, я двигался. Я двигался, и через несколько лет, там, буквально через 2 года, я все-таки понял, насколько это действительно сильно, насколько это работает, и включился уже конкретно там Скажи, в работу расширения команды. Потому что когда тебе просто так приходят деньги, когда ты их получаешь, ты не можешь просто жить, чтобы молчать об этом окружающим. да, так это и работает. Скажи, так вот парень мне сказал: ой, что мне эти 300 евро, что они мне принесут? Я показываю, что они вам принесут, если вы будете упорно идти в одном направлении, но не прыгать с проекта на проект. Что-то они услышали, какая-то крипта, кто-то их там позвал. Не прыгайте. Я уже это перепрыгала, перепробовала. Это просто потеря времени. Там просто потеря денег. Вот просто поверьте мне, идите сюда. И вот здесь, только здесь, происходит трансформация. Я точно знаю, о чем я говорю. 25 тысяч сессий с клиентами, я знаю, что такое трансформация. И я ее самостоятельно проживала на Cashflow платформе, на Cashflow. Вот, я сейчас просто в сложном, на сайте сложного, на калькуляторе сложного процента, но все происходит, самое необходимое здесь на Cashflow. Вся ваша жизненная трансформация. Что необходимо вам сделать? Стать чуточку смелее, упорней и идти. Значит, 300 евро, если 3 года вы, в течение 3 лет вы будете здесь на Cashflow нажимать кнопки, перевкладывать, открывать новые потоки. И если вы всего лишь добавите себе 100 евро в месяц, вот первый взнос 300 и 100 евро в месяц, посмотрите, что вы получаете на 3-й год. Посмотрите, 66 тысяч. 66 тысяч. Вот где этот парень, который сказал и обесценил все, сказал: ой, что эти 300 евро? Вот что эти 300 евро. Вы думаете, а как я шла? А представьте, я здесь 3000 напишу, например.
Ну, если есть сейчас возможность начать с 3000, и если довкладывать, например, хотя бы по 200 евро, понимаете? Или даже, хорошо, начнем не с 3000, напишу 1000. Посмотрим, как постепенно идет эта прогрессия. Если с 1000 начать, 36 месяцев, и опять же 200 довкладывать, расчет, и смотрим, сколько у вас будет. Все, 150 тысяч. Пожалуйста. Вот как работает четкая математика. Это сложный процент. Здесь никакой магии нет. Здесь просто хорошая математика. Здесь просто целенаправленность в одном направлении. Я шла точно так же. У меня сначала было 500, потом я добавила еще 1000. У меня получилось 1500. 1500. И за эти 1500 я на сегодняшний день имею очень хорошее развитие. И я себе могу позволить, конечно же, Мальдивы. Почему? Ну, потому что я поняла, как вся эта система работает. Вот, 1500, 185 тысяч за 3 года. Но у меня получилось так, что я довкладывала больше. Не только 200 каждый месяц. У меня появились деньги. Притом, как я довкладывала? Я продолжала работать с людьми. Я сессию провела, положила сюда. Сессию провела еще сюда. Я все сюда. Почему? Ну, потому что я поняла, что кэшфлоу – это супер, четко, обалденный психотерапевтический инструмент. Вот и все. Никуда не прыгать, целенаправленно идти, открывать потоки. И будет всем счастье. Сергей, да? Сегодня со мной Сергей. Где ты там? Наверное, уже поскакал куда-то, попрыгал, я его отвлекаю. Меня же слышно, да? Слышно? Слышно. Слышно. О, слышно. Все, супер. Значит, я думаю, что по поводу сложного процента всем все понятно. Каждые 100 евро, поверьте, в вашей жизни имеют огромнейшее значение. И богатое мышление, это мышление новое, вот это вот нового уровня мышления, говорит о том, что со 100 евро не стыдно начинать. Со 100 евро можно прийти к 1 миллиону. Можно прийти. Просто никуда не прыгать. По сторонам не надо потерю внимания эту делать. Не нужно время свое терять. Идти. И почему топ-лидеры, все топы говорят, что открывай стартовый флоу. А некоторые, например, сидят, купили e-currency и сидят на e-currency и говорят: ой, я уже себе пару тысяч e-currency купил, мне отлично, мне ничего не надо. Послушай, ты купил e-currency, классно, но у тебя мышление все еще торговое. Торговое мышление – это не мышление нового человека. Торговое мышление – это старое, прошлое. Торговое – это уже не рабочая схема мышления. С торговым мышлением у человека постоянная конкуренция, постоянное достигаторство, постоянная попытка доказать, а я лучше, а кто-то хуже. Торговое мышление – прошлый век, не работающая схема. С торговым мышлением невозможно нормально, спокойно, классно развиваться. Нет такой возможности. Не работает. Вот мозг не будет давать возможности правильному, хорошему развитию. Значит, что происходит? Вот я возьму красную ручку. Я сняла по этому поводу видео. Значит, представьте, у меня была встреча с Сусарп. Это руководитель киргизской платформы. И она мне говорит: Аня, ты разобралась со стартовыми потоками, старт-флоу? Я говорю: ну ты знаешь, что Сусарп, я их как бы открываю, у меня их много, но я тебе не могу сказать, что я прямо чувствую вот этот вау. И она мне здесь произносит очень важные слова, которые мне просто открывают глаза полностью. Все, я открыла, и я вся теперь поняла, вау, что как это вообще круто работает. Вот смотрите, она мне говорит так: вот представь, что у тебя есть 10 месяцев, за которые ты открываешь свой стартовый поток. Вот я сейчас с вами прямо поделюсь инсайтами от Сусарп. Вот у нас есть 6 месяцев, и мы с вами, например, стартуем с самого первого, самого маленького стартового потока.
Вот мы даже, например, его открываем на 50 евро. Например, открыли, внесли 50 евро. Так работает стартовый поток, и Дмитрий Васадин все так создал, чтобы мы могли за 10 месяцев хоть как-то себе скопить уже для инвестирования дальнейшего какую-то сумму. Когда мы из внешнего заносим эти 50 евро, 2 раза по 50, по сути 100 евро всего лишь в месяц, вот эти 100 евро, которые этот молодой парень говорит, да сколько там эти 300 евро, 100 евро, это очень мало. Это обесценивание себя, обесценивание именно богатства, обесценивание даже своего будущего миллиона. Потому что будущий миллион придет только лишь тогда, когда ты начнешь каждые 100 евро ценить и понимать, что благодаря этим 100 евро ты можешь стать миллионером. Так вот, вот эти 100 евро каждый месяц просто заносим в стартовый поток. Плюс, конечно, здесь у нас и currency добавляем какую-то сумму, может быть, в итоге будет 120 евро в месяц. И вот так каждый месяц идем. 50-50, 50-50, 50-50. И вы знаете, что в какой-то момент наши потоки начинают нам платить. Вот здесь где-то, начиная с 4-го месяца, они нам начинают выплачивать сумму уже более нашего вклада. Что раньше мы с вами делали? Мы на программе бедности что делали? Мы такие, все, он здесь уже платит нам 55 евро, все, можно отдыхать спокойно, пусть этот поток сам себя кормит, мы так все говорили. Все, 5 евро я уже, слава богу, получила, это уже прибыль, мы так говорили ранее, помните? Прибыль, все, положу ее в кошелечек, пусть лежит. Все, вот это наше старое мышление. Я его беру сейчас, перечеркиваю, потому что теперь я так не работаю со стартовым потоком. Все, Сусарп меня научила, и все остальные дали мне столько инсайтов, что я поняла. Мы здесь должны другое действие делать. Мы здесь должны, вот именно после 4-го месяца, здесь прямо открывать новый поток. Какой здесь поток будем открывать? Возьму поярче ручку. Вот ждем, чтобы здесь было 60 евро, например. И будем здесь открывать стартовый флоу поток на 60. Это поток будет номер 2. Номер 2. Ждем опять 4-5 месяца. Что я дальше буду делать? Я дальше буду открывать поток стартовый флоу номер 3. На какую сумму? Будет здесь 70, либо 80 евро. Открою на 80. Жду опять 4-5 месяца. И что я буду здесь делать? Открывать стартовый флоу-поток уже на 100 евро. И я вот так буду идти к стартовому флоу на 1000. Почему Ирочка Левченко, Вера Хлоптенец, Ярослав Коруч, все до одного, все топы нам в один голос говорят: алло, очнитесь, откройте глаза, стартовый флоу-поток работает, поймите это, работает. И он приносит офигеть какую крутую прибыль, если вы открываете стартовый флоу на 1000 евро. Обалдеть, какая прибыль. А мы все сидим с 50-евровыми стартовыми флоу-потоками и такие, ну нет, здесь прибыль, мы считали, тут 0,5 копеек получается. Нет, где здесь прибыль, мы ничего не видим. Вот, мне Сусаров все объяснила, господи, теперь все понятно. Смотрите. Вот здесь как ты заносил ежемесячно 120 евро, так ты и заносишь. А поток вот здесь тебе сам дает прибыль уже вот сюда на открытие 2-го. Он сам тебе дает на открытие вот этого 60-го. Ты ничего не заносишь. Да, на e-currency немножечко, на e-currency тебе нужно немножечко, прости, но попку такую порвать, подорвать, вот это поднять, знаете, не сильно, конечно, напрягаться, но поднять ее, немножко подзаработать на e-currency, хотя бы 20 евро еще внести, простите, в месяц, да, но это тебе не копать там, ничего не носить тяжелые мешки, и здесь точно так же происходит такой же процесс. Открыл этот 2-й, теперь у тебя стартовый флоу номер 3, который тебе 3-й дает, тоже сам этот поток дает 80. Ну да, опять e-currency. Ничего страшного, если ты купишь себе этих e-currency и пошел 3-й, 4-й, 5-й, 10-й и пошел так до 1000-го. Все. Формула очень понятна и ясна.
Если у кого-то есть какие-то вопросы или ответы, задавайте. Я уже себе зашла в этот режим, ритм, все создала, на каждой платформе себе открыла, постаралась, открыла, где-то 1000 открыла, где-то 600 открыла. Вот мой 1000 поток. Сейчас покажу. Вот мой 600 поток, где 300, где-то вот, где я могу, насколько могу, настолько я раскачалась и пошла. Вот 600, еще 300 покажу, открыла еще 300, вот 300 открыла. То есть я запустила вот эту вот цепочку. Фух, ну как вы? Что вы молчите? У меня челюсть отвисла. Анечка, а если... Если что, это и все. Если бы... Это у меня плохая связь или у вас плохая связь? Скажите. Меня слышно всегда, беспрерывисто? Нет, у меня, наверное, плохая связь. Анечка, вас хорошо слышно. О, Анжелочка, спасибо большое. Я спрашиваю, а если быстрый стартовый, например, там начать 200 и больше, вы его не упоминаете? Но я не упоминаю быстрый стартовый, потому что я вам логику объяснила. Если у вас быстрый стартовый, получается, он так работает, что вот если взять быстрый стартовый, сейчас, секунду. Вот этот быстрый стартовый, да, это high speed S-flow, там 2 буквы S, не помню, или одна. S-flow, в общем, high speed, он вот так называется. Если его взять, и он, например, вам сразу, вы открываете поток, да, если на 50 евро вы открываете, вы сразу кладете 200, и вы сразу, по сути, попадаете в этот период 4-месячный, вот, когда он вам приносит прибыль. Он вам сразу уже приносит 55 евро прибыли на первое же начисление. Вот здесь получается, у вас первое начисление будет 55 евро. Второе начисление у вас будет, по сути, там 60 евро. Все. Ой, я не в ту сторону рисую, но ничего, вы понимаете смысл. Все. Вот здесь, на этом ускоренном, вот здесь вы открываете себе любой, ну, high speed не получится, стартовый флоу на 60 получается. Все, вы его открываете. Ну вот как говорит Людочка Штанько, она говорит, если вы сидите попкой на красивом стульчике, то между вашей попкой и стульчиком 100 баксов, простите, не пролезут. Вам нужно чуть-чуть встать со стульчика, пойти что-то сделать. И вот на вот эти e-currency всего лишь себе где-то подзаработать чего-то. А может быть, это ваши будут fast flow потоки, которые будут вам генерить деньги на e-currency. Вот они. Да? И вы тогда... Да? Можно я добавлю по поводу этого ускоренного стартового потока? Конечно, Светочка, давай. Мы сделали уже со своей группой такое наблюдение, и даже по своим потокам, раньше-то премиальных не было еще потоков, но если просматривать ускоренный стартовый поток и премиальный стартовый поток, то премиальный намного-намного выгоднее, чем ускоренный. Если у человека, как вот мы теперь в группе делаем, если у человека, что он хочет сразу внести там эти 4 суммы, чтобы ему там потом каждые 2 недели не переживать и не заносить, то мы открываем на эту, как говорится, на эти 3 суммы, скажем, на 200 евро он открывает стартовый поток, а 600 евро мы ему отправляем в FastFlow, они там работают, и у него есть постоянно деньги, чтобы следующие 4 периода пополнять его. Но открывает у нас вся группа теперь только премиальный поток. Ну да, я, простите, сказала вам стартовый флоу, но я имела в виду премиальный. Я другое не имела в виду. Конечно, премиальный. А как же? Ну вот, со звездочкой. Мы все открыли со звездочкой. Все со звездочкой. 13 потоков. Может, у меня тут старенькие какие-то есть, вон без звездочки, но все крайние со звездочкой, только премиум. О, видите, надо сегодня пополнить e-currency. Отвлеклась чуть-чуть. Сейчас пополним. Да, Светочка, благодарю тебя. Это очень важный момент, то, что ты говоришь. Делитесь, друзья, у кого какие еще инсайты. Кто еще что-то хочет узнать про стартовый, спросить, может быть, что еще есть? Не всем могу включить микрофон, не понимаю, почему-то так. Но вдруг что-то, тяните руку, постараюсь посмотреть, увидеть.
и включить вам. Так, хорошо. Значит, надеюсь, про стартовые вам будет это понятно. Тем более я сняла видео. Не будем долго. Что-что? О, ура, привет. Привет. Почему? Говорите. Вас слышно. Ну, подожди, сейчас, секунду. Аня, это... Нет, я в дома. Аня, это вы говорите, мы вас слышим. Так, ладно, хорошо. Наверное, по ошибочке камера включилась. Ну, в общем, со стартовыми потоками сняла целое видео. Будете смотреть уже видео по YouTube. Даю там 5 очень самых важных таких принципов, по которым обязательно я поняла, как работают эти потоки, и как ими пользоваться, и как я только ими сейчас вот и буду пользоваться. Хотя мои зеленые потоки продолжают работать. Хочу сделать уже вот-вот пост. Вот мой поток зеленый, который я давным-давно, когда мы там его начинали с вами вот проводили, мне казалось, недавно проводили, сейчас покажу. Вот здесь у меня, помните, есть планы все. И вот у нас был план. Вот в декабре 2024 года мы начали с 1 миллиона в сомах. Вот. Я написала, да, по-моему, это так, посмотрю. А вот в январе у меня уже 2 миллиона было, а вот сейчас у меня уже 6 миллионов. Вот я себе план писала, как прийти к 18 миллионам в сом. Вот. И я этот поток готова показать, просто его развивала реинвестированием. Вот сейчас у меня, вот вчера у меня было 6 миллионов, позавчера было 6 миллионов, вчера я вывела, и поэтому у меня уменьшилось. Ну вот 5 миллионов 963 тысячи. Вот. В принципе, покажу вам на следующей неделе, сделаю по этому поводу пост. 6 миллионов поток. Все, как я его из миллиона, там даже у меня меньше на нем было, гораздо меньше на нем было. Я сделаю скриншот. Я делала скриншот, покажу, сколько на нем было и как я его привела к 6 миллионам. Что я делала? Просто делала реинвестирование. Этот поток у меня был на самообслуживании, я это так называю. Что я делала с растущим? Еще раз про растущий напоминаю. Растущий поток. Все на этой неделе очень многие спрашивали снова про растущий. И есть один такой нюанс, на который стоит обратить внимание. Вот сейчас я про него вам расскажу. Что в растущем потоке у меня все говорят: я же смотрю на то, сколько я начисляю вот здесь каждый день. Я же смотрю на сумму. Вдруг я сейчас делаю реинвест, у меня же сумма начислений упадет. Вот все смотрят на эту сумму начислений в день. А я говорю, не смотрите сейчас на эту сумму. Не смотрите, она падает у вас. Либо там поднимается, либо падает. На эти вещи сейчас не нужно смотреть. В растущем потоке сначала его нужно, помните, мы это говорили, разогнать его. Его нужно разогнать. Чтобы его разогнать, нужно большое количество раз еще сделать реинвестирование, а может быть взнос, еще положить в него, а может быть в него что-то добавить. Вот. А может быть еще нужно его подогреть именно с fast flow потоков, именно эти деньги взять, перенести в него. Его нужно сначала разогреть. И задача его разогреть до тех пор разогревать, пока он не начнет нам выдавать вот эту сумму в 10 тысяч сом. Когда он, я сейчас про киргизский просто говорю, когда он начнет выдавать 10 тысяч сом, вот тогда мы начинаем. 10 тысяч собралось, мы не ждем 15 тысяч дней, там, лет, а мы сразу опять их заносим в поток. Вот, и заносим, как только они собрались. Собрались, заносим, собрались, заносим. Начало собираться 20 тысяч сом. Все, тогда заносим 20 тысяч сом. Собрались, положили мы, собрались они, мы опять сделали взнос. Потом начнет собираться по 30 тысяч, окей, собираем по 30 тысяч. Потом уже будет по 50. И вот когда будет по 50, то это уже вообще дела пойдут совсем лучше, уже будете себя чувствовать получше. И вот здесь уже смотрите,
Хотите, уже оставляйте этот поток на жизнь. Поток на жизнь. Мы вчера, не вчера, господи, когда это было, несколько дней назад у нас была очень интересная супер встреча такая здесь, в Хорватии. Мы проводили тоже прямые эфиры, мы снимали и проводили офлайн встречу, с людьми встречались, обучаем здесь уже местных людей, хорватов обучаем. Вот, и я там проводила целую лекцию. Вопрос такой был именно про мышление. Как меняется мышление в связи с потоками и почему нам нужно заниматься потоками, почему это нас выздоравливает. Ну и вот все это с этим связано. Так вот, я что там сказала, очень важный такой момент, что есть мышление богатого и мышление бедного. И мышление бедного, конечно же, есть. И разница очень большая между мышлением богатого и мышлением бедного. Сейчас ручку возьму, секунду. Вот. Очень большая разница, потому что богатый человек, он мыслит не теми деньгами, там когда-то у меня будет 1 миллион, и я там буду богатым, а он здесь и сейчас живет, вот здесь и сейчас живет в состоянии именно богатого человека. Как это происходит? Он здесь и сейчас понимает, сколько у него есть в час, либо сколько у него есть в день, и понимает, и доставляет себе удовольствие вот в этот день и вот в этот час. Он находится в состоянии здесь и сейчас. И поэтому, конечно, это состояние масштабируется, потому что Вселенная приветствует это состояние. Она всегда говорит, все, вы знаете, провидцы, мыслители, мудрецы говорят, что надо жить здесь и сейчас, надо жить в моменте, вот этот момент. Потому что мышление бедного, оно говорит, ой, я вот тут сейчас вот эти деньги не буду тратить, использовать, это ж тратить. Я их, наверное, куда-то там, когда-то, у меня там на будущее что-то, как-то. Понимаете? Это два разных состояния. Хотя если вы занимаетесь своим потоком, например, инвестируете в свой поток, и у вас, это же не один единственный, например, поток, и вы точно знаете, что вы сейчас 2 годика хорошо работаете на эти потоки, и вы потом знаете, что вы сейчас, пока работаете на потоке, что вы делаете? Вы получаете знания хорошее, вы ходите на все встречи, лекции, вы летаете тоже на все встречи, видите друг друга, общаетесь. То есть вы сейчас, у вас сейчас период загрузки такой, вы загружаете себя информацией, знаниями, вы открыты к людям, вы делитесь постоянно любовью, вы цветете, пахнете, развиваетесь, все. А это будет всегда усиливаться Вселенной, всегда поддерживаться Вселенной. Так, это немножко философии, немножко, в общем, ответы на вопросы. В общем, мой ответ по зеленому потоку, что развивайте его и не бойтесь, не смотрите на то, сколько он дает в день до тех пор, пока вы не скажете, о, все, супер, вот здесь я получаю в день хорошо, все. Вот сейчас я в день вот получаю столько, например, получаете в день 100 евро, все, вот мне сейчас в день уже хватает. Когда вы дошли до такой суммы в день, то дальше вы меняете стратегию по стартовому потоку, потому что вы наконец-то начнете уже жить за эти деньги, в жизнь, и часть денег вы начнете опять в реинвестирование отправлять, чтобы он продолжал работать. Но самое важное, что я еще должна вам сказать, самое важное, что я на Мальдивах поняла, и обязательно должна вам сказать, что Мальдивы и люди на Мальдивах, и вообще поездки, и путешествия, и что вся платформа Cashflow, все создано для того, чтобы весь фонд вообще, не только Cashflow, а фонд Меркурий, создан именно для того, чтобы люди входили в особую коммуникацию, в особое общение. Вот это общение, вот фонда Меркурий, общение, это номер 1, это самое важное. Эти люди, это очень важно. Мы можем с вами входить в определенную коммуникацию важную друг между другом в фонде. Плюс ко всему, вы можете
нести эту информацию, включать свет везде вокруг себя, нести эту информацию людям вокруг себя. Вот. Ну что, какие у вас еще там есть на сегодняшний день ответы, вопросы? Так, что еще нас беспокоит? Вопросов у меня много было. Кто едет в Германию с нами, кто летит? Или кто уже будет в Германии? Кто летит навстречу? Я точно еду. Отлично, Сергей! Мы там встречаемся обязательно. Вот Ольга. Что? Расскажи еще вопросик такой. Надо ли сохранять какой-то баланс между количеством денег в стартовых, в growing flow и в быстрых потоках, так, чтобы их чтобы эти потоки дополняли друг другу? В каком соотношении лучше деньги, там, сказать, раскручивать в разных потоках? Слушай, классный, супер важный вопрос, очень важный вопрос. Ты знаешь, я как и говорю, что смотри, вообще весь этот наш кэшфлоу проект это полностью психотерапевтическая платформа. Я ее так только называю, ну потому что я имею такой опыт, и я видела, как происходит трансформация у людей. И вот в кэшфлоу самая крутая, самая легкая происходит трансформация и самая быстрая. Если человек сюда зашел, условия, и открыл все виды потоков. Вот. И что делает именно вот все виды потоков? Fast flow поток, стартовый flow поток, растущий, growing flow поток и cumulative flow поток, и даже купил себе лотерейку. Это тоже очень важно. Смотрите, каждый поток так работает, что он работает по-своему. Человек новенький, который приходит, он приходит немножко с забитым мышлением, с большим количеством страхов. Ему очень страшно, ему непонятно, ему тут все видится, кажется, что тут все в обман, вокруг обман, жизнь обман. Окей, все. Мы не будем его сильно там заставлять думать иначе. Мы знаем, что он приходит такой побитый, уставший после работы, весь обманутый и весь, в общем, перепуганный. И мы поэтому ему говорим, ну на, попробуй. Мы его заводим вот сюда на наши оранжевые fast flow потоки и говорим, дружище, ну хоть чуть-чуть выдохни-ка, вот тут зайди, вот побудь хотя бы тут чуть-чуть с нами, расслабься и посмотри, как это работает. И вот я показываю сложный процент, вот 12% fast flow потоки все дают. И я только что вот показывала вот здесь на планшете вот эту вот тему. Сейчас, секундочку, у меня откроется. Вот эту тему, которую я показывала. Зашел, там $300 положил, €100 положил на fast flow потоки. 12% они дают. Если ты здесь играешься со 100 еврами и все время делаешь сложный процент через fast flow потоки, то за 3 года, еще раз проверим. Давайте посмотрим. Мы 300 говорили, да, я написала 100. Ну, лучше написать 300, будет красивая разница. Я думаю, человек каждый в своей жизни может найти 300. И если вот довкладывать 100 ежемесячно, даже не 300, хотя можно и написать 300, то что мы получаем за 3 года? 66 тысяч. 3 года, значит, здесь начали с 300, вот так, за 3 года сколько получаем? 66 187 евро. Вот так работает fast flow, быстрый поток. Он таким образом человека немного, скажем так, приводит вообще в нормальное состояние. Можно сказать, расслабляет? Можно, но это потихоньку просто выводит из состояния травмы, вот, приводит в чувство. Приводит, я так и напишу, в чувство. Ой, короче, говорю и пишу, поэтому немножко отвлекаюсь, стараюсь немножко быстрее дать информацию, могу ошибиться где-то. Так, смотрите, fast flow 12%, 300, проверяем, чтобы я без ошибок написала. 300 евро на 3 года, окей, все классно, все правильно, 66 тысяч, проверили, да, то есть вот этот у нас поток
он приводит человека в чувство и немножко как реанимирует, знаете, такой раз проснулся, окей, идем дальше. Теперь у нас следующий поток стартовый. Если к нам пришел не такой травмированный человечек, а более или менее слышащий, понимающий и чуть-чуть видящий, и уже у которого, вот как говорила, мне очень понравилась Нелли Лапинья, мне тоже сказала очень много интересных вещей. Это топ-лидер наш по британской платформе. И вот что она сказала, что самое главное вообще, что человек, знаете, как человека можно исцелить очень быстро только лишь тогда, когда у него есть желание. Желание. Если у человека есть желание что-либо получить, все, вот считайте, что он выздоровел, он исцелен. Он очень быстро здесь за счет всех потоков придет к реализации желаемого. Когда он приходит к реализации желаемого, вот так раз и пришел, то дальше у него пойдет все уже по накатанной. Первое желание реализовал, раз, уже пошло желание номер 2 реализовываться. А потом раз и пошло желание номер 3. Так же, как пишется, ла-не. Говорить и писать одновременно тяжело мне. Значит, пошло желание номер 2 реализовываться, а потом все, пошло желание сразу 3, 4 и 5. Когда вот здесь на этом этапе человек 3 и 4 и 5, то у него уже все потоки обязательно есть, все потоки работают. И во всех потоках он обязательно создает такую формулу, которая называется, я ее так называю обязательно, путь денег. Сергей, ты меня как раз то, о чем спрашиваешь, это ты меня спрашиваешь про путь денег. Ну, потому что ты находишься уже где-то на этом желании, а может, у тебя, на этом месте, потому что твои желания уже реализовались, а может, у тебя уже даже там 10-е желание реализовалось, как у меня, например. Мы уже создаем с тобой путь денег. Сейчас про путь денег я вернусь через 2 минуты и расскажу. А вот человек новенький, который пришел, вот, он здесь немножко очухался на фаст-флоу потоках, немножко себе подкопил деньги. Пусть он даже здесь, например, за 1 год мы можем посмотреть из 300 евро, какая сумма у него получится, чтобы нам понимать. Например, сейчас, секунду, берем наш калькулятор. Здесь пишу просто не 36 месяцев, а пишу здесь 12 месяцев. До вклад оставляем пусть по 100. Вот, он за 1 годик, он себе подкопил 3500. Вот здесь так и напишу. 1 год, за 1 год у него будет 3500. Вот смотри, 3500, если он подкопил, а может это женщина на пенсии какая-то, то через 1 год она явно уже может переходить, пользоваться уже сразу. И вот растущим потоком однозначно, и сразу же стартовым потоком однозначно. Как говорит Верочка, очень важно понимать вообще, в каком состоянии к нам пришел человек. Человек может прийти в первом состоянии, когда у него только есть сбережения. Человек может прийти к нам во втором состоянии, когда у него есть сбережения и плюс какая-то внешняя зарплата. Человек может прийти к нам только, у которого есть зарплата. И человек может прийти в 4-м состоянии к нам, когда этого ничего нет. Вот от этой формулы тоже зависит именно то, насколько он, свободный, насколько у него трансформированное уже новое мышление, насколько он легкий. Потому что человек, вот, который на 2-м уровне, у которого есть и сбережения, и зарплата, он уже может брать и открывать себе и growing flow поток, начинать с него, и стартовый flow поток, и еще себе fast flow потоки. Он уже может себе это позволить. Осталось только немножко ему поменять свой уровень мышления, и все, он готов. И однозначно, конечно же, не забывать про будущее. Вот этот cumulative flow поток – это один из самых очень сильных, продвинутых потоков. Очень. Он для продвинутых, он для тех, кто уже перешли в 10 класс по обучению, для тех, кто готов выстраивать свое будущее, потому что это наше с вами будущее. Будущее, однозначно. Зеленый поток – это наша с вами жизнь здесь и сейчас, жизнь богатого. Жизнь богатого, вот.
Вот это вот. Жизнь богатого здесь и сейчас. Сколько вам Growing Flow дает, 100 дает, вы на 100 можете каждый день жить. Все. Вы не должны жить и думать, а как я дальше? А что будет? А вдруг? А мне же надо 20 тысяч где-то там спрятать. Нет, стоп, это исключено. Как только вот эти мысли появляются, вы уходите с волны, с вибрации вот с этой волны богатого. Богатый, сразу вспоминаем, где у меня тут богатый, он думает в час и в день. Он думает здесь и сейчас. Здесь и сейчас. А стартовый флоу-поток, то, что я сегодня сказала, у меня во всей картине вот не складывался стартовый. После Мальдив сложился, боже, и я стала такой счастливой. Я вам передать просто это не могу словами. Можете прилететь ко мне, пообниматься со мной, и я вам передам. Итак, стартовый флоу-поток – это тот поток, который именно дает знания. Все. Знания. Он обалдеть как учит человека. Чему он учит? Я вам сказала. Он постепенно человеку прививает вот это новое мышление богатого человека. Вот. Прививает. Потому что он делает? Этот стартовый поток, он говорит, расслабься, расслабься. Твоя задача хоть как-то тебе собраться вообще-то в кучу. Если ты эти 100 евро каждый месяц или 200 евро, вот первый месяц по 100, 1 и 2, если ты их не начнешь сюда заносить, ты их просто протрынкаешь. Ты их потратишь, все, они улетят. И ты не получишь инвесторское мышление. И не получишь никакой позитивный опыт от денег. И удовольствие, такое мимолетное получишь, и все. Но не перейдешь вот в это состояние будущего. Вот в это состояние не перейдешь. Потому что люди, которые сюда зашли к нам, они все, поверьте, вот вы мне все поверьте, вы все будущие миллионеры. Все будут здесь миллионерами. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то застрял тут еще, ничего страшного, вы ходите на эфиры, вы себя ничего страшного продвинете. Кто-то уже здесь на зеленых потоках, отлично, вы себя продвинете. У кого-то только реализовалось одно желание, у кого-то второе, кто-то разгоняется. Вы в скором времени себя вытянете, потому что вы находитесь среди людей, которые уже находятся на этой волне. Когда ты попадаешь, вот это как, знаете, корабль попал на эту волну. Что с кораблем? Если он не будет соответствовать этой волне, он рассыпется, его разобьет в клочья. А тут корабль, который тут на волне, вот тут где-то, вниз так вниз, вверх так вверх, отлично, на волне. Все, он обязательно приплывает в этот порт, он обязательно соответствует этой волне. Волна его усиливает, подталкивает, выталкивает и приводит ко всем результатам. У всех желания здесь на 100% будут сбываться. Осталось только получать знания, понимать, как это работает, потихонечку идти, ни на что не отвлекаться. А то мне там девочки пишут, ой, я там сейчас 1000 положу, она у меня быстро превратится в 100 тысяч. Девочки, боже, я за эти 7 лет столько такого слышала. Что такое тут не превращалось? Только почему-то потом как-то это не превращалось на самом деле. Поэтому здесь это не превращение денег, это изменение твоего мышления. Когда меняется твое мышление, поверь, деньги к тебе приходят. Потому что все так работает. Я, кстати, вот в этом видео про стартовые потоки это хорошо объяснила, тоже постаралась. Задача такова. Васадин мне еще когда-то сказал, вот сколько ты сейчас в час через себя прогоняешь денег? Я такая, в час, наверное, $100, ему сказала. А он мне говорит, а я 25 тысяч в час. Это как бы еще не мой предел. А я говорю, а почему, что это? Он говорит, а это вот то означает, что если ты умеешь получать $100, хотя бы $100 или 100 евро, даже если ты вот здесь на платформе получаешь 100 евро, например, в месяц, не будем брать час, например, даже, то эти 100 евро тебя будут преследовать везде. Вот будешь ты на Мальдивах на острове, в океане, вот в такой точечке, они тебе все равно раз и будут бумажкой лежать на пляже. Все, они тебя будут преследовать. Вот это и называется поток, то, что Васадин говорит, поток. Поток.
Ты в потоке. Почему? Потому что вот сколько вы сейчас в месяц себе можете спокойно иметь. Вот 1000 имеете, вот они вас будут преследовать везде. Полетите на там Эльбрус, Эверест, Аляску, там везде это 1000, кто-то вам передаст, кто-то вам подарит, где-то она найдется во льдах там. Это так работает Вселенная. Все. И Васадин говорит, прокачай свой поток просто, пойми, что научись брать просто больше. Научись. Но чтобы тебе взять больше, тебе нужно потратить, вложить больше, отдать больше. Так вот, стартовый поток и растущий поток на эту прокачку и работают. Они прокачивают нас. Они прокачивают. Вот я помню, вот смотрите, там в декабре я писала 1 миллион. Я думала, капец, 1 миллион, как это много. Господи, я сейчас понимаю, что 10 миллионов это так мало. Вот, что это значит? Я прокачалась просто. А как я прокачиваюсь? Я их беру, эти деньги, не боюсь, вот так. Они пришли мне тут. Я такая смотрю на них, так, и что, сколько пришло? Ага, вот вчера буквально это сделала, где это посмотреть, не вижу, не помню. Взяла, в общем, сколько там было у меня, там 100 тысяч такая, 25 добавила тысяч, еще раз сюда положила. А в это время у меня тут есть друг в Хорватии, он мне говорит, ты что, это что, 100 тысяч? Я говорю, 100 тысяч? Он говорит, это так много. Я говорю, это так мало. Видите, я прокачалась, потому что я это делаю 1 день, 2 день, 3, 10 раз. И мне это уже как-то естественно. А ему еще страшно. А я это уже делала, вон, смотрите, на 250 миллионов там, или 1000 раз это уже делала. Сколько тут? 1,5 миллиона уже это делала раз. То есть очень много. 15 раз по 100 тысяч уже я это делала. Вот. И я уже привыкла к этому. Поэтому здесь происходит в этих потоках прокачка и переход. Вот тут у нас fast flow поток – это нулевой уровень. Это вообще, знаете, как ясли, в которых мы должны полюбить, принять, приласкать. Ясли. Вот, приласкать, дать как можно больше любви, заботы, рассказать, помочь, объяснить, согреть. Это все здесь происходит. Здесь любовь, любовь, любовь. Но люди травмированные очень. Вот здесь уже вот эти 2 потока, это уже пошла все школа. Пошла школа, тут учимся вовсю. Школа, все. Вот здесь уже, это уже университет. И вот этот поток, внимание, вот этот лотерейка, это тоже универ. Все, универ, юни. Почему юни? Объясняю, потому что этот поток, он про радость, счастье, вседозволенность, про полное доверие и про вообще полный лайфстайл. Ну, это в Мальдивы, понимаете? Это вот ты так прилетел, тебе, блин, скучно, нечем заняться. Я вам, кстати, покажу прикол. У меня такой начался после Мальдив. Сейчас мне подарили сначала лотерейки в подарок. Благодарю тебя, Иван. Такой подарок классный был на Пасху. Кстати, ну, классно, что мы можем друг другу так дарить подарки. Я сегодня своим одноклассницам говорю, так, все, всем написать e-mail, и я вам все дарю лотерейку. Вот я хочу сегодня всем подарить лотерейку. И я взяла после Мальдивы, у меня что-то понесло, как начала покупать, и не могу остановиться, мне нравится. Я тут что-то себе выигрываю даже, где-то есть 3, где-то было 3 цифры. Я, наверное, а вот еще 3, я уже их вывожу, выигрываю. Такая, вау, все, у меня уже университет. Даже знаете, что вот этот поток кумулятивный, это университет. А лотерейка, я так думаю, это магистратура какая-то. Вот, такой уровень. Это, понимаете, раньше мы с вами должны были все серьезнее и серьезнее становиться. Все каких-то дипломов себе обретать, все что-то доказывать, какие-то должны быть все тяжелее и тяжелее. А сейчас мы должны все легче и легче становиться. Если вы сейчас себе можете позволить лотерейку купить, расслабиться, полететь на Мальдивы, расслабиться, при этом нигде не напрягаться, при этом проверяйте, потоки ваши работают, при этом еще с людьми делиться информацией, и вы это делаете расслабленно. Почему вы это делаете расслабленно? Потому что вы знаете, что вы сейчас человеку помогаете, что вы сейчас человеку свет приносите, что вы сейчас человека расширяете, что вы несете добро, что вы сейчас человека облегчаете, вообще облегчаете. Если у вас все это в комплексе работает, то вы на этой правильной волне, и ваш корабль всегда приплывет к всей реализации ваших желаний.
Как Дмитрий Васадин сказал, денег в системе внутри у нас уже достаточно. Все, кто вовремя успели зайти, а вы сейчас находитесь вовремя, все станут очень богатыми. Станут богатыми настолько, насколько вы себе это можете позволить просто, и все. Поэтому позволяйте себя больше. И новеньких людей мы сюда приводим не для того, чтобы, Господи, нам денег тут не хватает. Мы деньги сами производим. Алло, люди, внимание, у нас майнеры. Сколько нам печатать? У нас майнеры печатают. Сколько напечатать, столько мы и будем себя печатать. Нам люди не нужны с их деньгами. Нам просто нужны вовлеченные вниманием люди, философией нашей, единомышленники нам нужны, друзья, которые нас понимают, которые могут со мной на Мальдивы полететь. Или вот я сейчас в Хорватии говорю: Оля, Юра, поехали в Германию. Они такие: ты что, конечно, все, садимся в машину, когда выезжаем. Отлично. Вот кто нам нужен, вот такие единомышленники. И мы поэтому здесь с вами все и находимся, что мы здесь обретаем единомышленников и создаем свое новое мышление. А когда мы уже вот на этом этапе находимся, что нам только путь денег нужен, то вот тогда мы просто создаем путь своих денег. Например, деньги из жизни. Мы когда-то из жизни или сейчас постоянно завели, например, завели их сначала в Growing Flow поток, например, класс. Или завели их, например, как я расписывала схему, в стартовый флоу поток, например, это европейская платформа. И мы создаем теперь путь. Деньги теперь как должны крутиться на платформе, непонятно. У нас же еще есть и fast flow поток, еще есть и cumulative flow поток. Как их между собой закручивать, что идти куда. Мы знаем, что вот этот поток масштабирует деньги, этот поток масштабирует деньги, этот поток на будущее, этот самый быстрый поток. И мы себе создаем такой путь. Например, выходят деньги из Growing Flow потока, и я их, например, кладу, например, на Fast Flow, например, поток. Вот создаю себе путь денег. Из Fast Flow потока выходят, и я их, например, завожу в стартовый Flow поток. А из стартового Flow потока выходят, и я, например, уже их направляю на Cumulative Flow поток. А у нас еще есть e-currency закупка, и у нас еще есть монеты, караты закупка. Вот, и поэтому вы создаете себе путь определенный, как, что, чего, куда идут эти деньги. И тогда получается, ну, у меня немножко другая схема по пути. Я всегда, получается, стараюсь из Growing Flow потока брать именно уже деньги на жизнь. Вот. Из Growing Flow потока идет на жизнь. А если вы хорошо работаете, все, получили очень много знаний, осознаний, и у вас открылось прямо новое видение, то у вас так получается, что Вселенная одаривает, и вам начинают встречаться люди, единомышленники, которые начинают к вам присоединяться. Вот это присоединение начинает вам давать хорошие бонусы. Эти бонусы от Вселенной. Вот, эти бонусы, это ваши заслуженные бонусы. Все отлично, все правильно, так естественный, народный, всенародный, всечеловеческий банкинг должен работать. Вот он, новый банкинг, вот он. И вы вот эти бонусы, оказывается, получаете, и вам постепенно становится достаточно тоже на жизнь. Это тоже происходит. Это вот здесь происходит уже на магистратуре, наверное, вот здесь как на профессора вы пошли. Вот здесь уже либо на доктора, докторская уровень будет уже бонусы распечатались у вас. И вот получается, что Growing Flow дает на жизнь, бонусы дают на жизнь, но бонусы можно не на жизнь, бонусы можно в Growing Flow отправлять, это вообще будет идеально. А опять же, Growing Flow кормит. Вот этой схеме, что Growing Flow кормит, меня когда-то еще научила Верочка Хаптинец, и я иду по этой схеме. Вот эта схема, если вы будете на жизнь брать только лишь из Growing Flow, она работает супер круто, очень идеально. Тогда ваши деньги всегда будут вообще умножаться. Это иксы, расти. X2 у всех денег обязательно будет, и очень быстрый рост. Вы видели сами, какой рост. Если вы здесь положили, где мы там писали, 300 евро и за 3 года 66 тысяч. А представьте, если здесь на секундочку уже у вас запустилось 3000, что будет за 3 года? Можете себе представить? Ну вот, я, конечно, немножко широко ответила, но надеюсь, что понятно. Вы там еще не устали? Вы там вообще все на связи есть?
Есть. Слушай внимательно. Благодарю за ценную информацию, особенно за путь денег, который я тоже очень хотел услышать. Сережа, я лично Э, себе путь... Здравствуйте. Анна, можно вопрос? Здравствуйте, можно. У меня тут появился один мужчина, такой себе криптан, да, и он спрашивает, так как в сфере крипты он не хочет себя проявлять и хочет оставаться анонимным, может ли он зарегистрироваться в наше сообщество, допустим, по какой-то почте рабочей, но как бы не на его имя? Конечно, может. А мы так и делаем. Мы создаем вообще себе для системы безопасности вторую дополнительную почту, чтобы здесь зарегистрироваться. Ну хорошо, если я слышала там, допустим, что верификацию надо проходить там когда-то, я не знаю когда, потому что мы не проходили еще верификацию. Как это будет? Не будет как-то помехой это? Его имя и фамилия должна соответствовать тому, что у него находится в паспорте. А почту, адрес почты, он, конечно, может любой сделать. Но имя регистрации должно идти по-настоящему. И имя... Смотрите, да, Светочка правильно говорит, имя его никто, кроме всех нас, ну, лидера и его же не будет видеть. Кто его имя в его кабинете будет смотреть там? Вот кто будет видеть? Например, Света не увидит, Сергей не увидит. Вы, если это ваш приглашенный, вы можете увидеть его имя. И все. То есть он свое имя и фамилию вносит в кабинет себе, а почту он может назвать ее хоть там облако номер 2. Хоть Вася Пупкин, да? Ну, конечно. Хоть там, Ага. да, красивое дерево. Ну все, они Понятно. просто, ну да, это не те страхи. Тут здесь это вообще совершенно безопасно и не страшно. И для его безопасности, вот мы вчера тоже девочку одну пригласили, мы ей говорили, создай для безопасности себе просто дополнительный новый e-mail и еще один, чтобы его не смешивать. Угу. Вот. Благодарю, Спасибо. Тамарочка, да, за вопрос. Важный вопрос. Кстати, Тамара, а можно обратный вопрос? Это ваш холодный контакт или вы этого человека знаете? Я этого человека уже давно знаю. Да, это знакомый, хороший. Хорошо. ну да, если это знакомый, тем более, слушайте, откройте почту, вы его знаете. У нас здесь приветствуется наш живой блокчейн, мы это называем, когда мы друг друга знаем, это друзья и друзья друзей, отлично. Создаете ему, просто помогаете почту, а дальше он знает, как уже. Ну, кабинет, регистрацию и все. И тем более у меня есть несколько друзей, которые были криптоны, такие крутяцкие вообще. Перешли сюда и говорят, боже, Аня, ты нам открыла глаза, благодарим тебя. А мы думали, что только крипта рулит. Но вообще не крипта. Вообще у нас вот эта тема, это DeFi называется. DeFi проект. Ну, это криптоны знают, что это. Ну, в общем, у нас здесь наше такое сообщество, это наш фонд, это как экологичное пространство, как наша метавселенная, собственная вселенная наша. И мы в ней вот создали, мы в ней создаем добро. Анечка, можно вопрос? Анжелочка, да, как у вас дела? Там, рассказывайте. Все хорошо, с удовольствием смотрела, как вы были на Мальдивах. Это, конечно, впечатляет. И заряжалась я через экран вашей энергией. Скажите, пожалуйста, вот этот калькулятор, который сегодня вы нам показали, отдельный, который расчет сложного процента, очень мне как бы зашла такая история, вот туда можно подставлять, то есть я могу понять, сколько мне вложить, сколько мне каждый месяц нужно будет вложить. А где это какая-то программа или где? Как я его могу себе? Просто в Гугле пишите калькулятор сложного. Это калькулятор. Вот так в Google заходим и пишем калькулятор сложного процента. И он вам выдает его. Там много вариантов, любой берете. Но я этот взяла. Ага. Вот калькулятор сложного процента. Вот он второй, сразу это он. Тут их миллион вариантов разных. Это все. Ну вот этот у вас именно зелененький, да? Зелененький второй. Берете и им пользуетесь, да. Потому что очень удобно, когда ты знаешь свой бюджет, свои деньги, ну сколько я могу, очень удобно понимать.
Да, Сколько я показывала свободно. недавно очень интересный такой вариант для тех, кто у нас уже очень опытные, могут создавать немножко другой процент и вкладывают 1000 и на 3 года. Я же недавно показывала это очень интересное, это видео показала, сняла. Мне написало, наверное, человек 20 сразу за 15 минут. Как ты это сделала? 3 миллиона, видите, 3 миллиона. 3 миллиона 268 тысяч. Человек такой, да это невозможно, я так никогда не заработаю. Вот, ты просто кладешь 1000 на 3 года. Надо уметь И просто сколько, создать 20. и сколько каждый месяц нужно, если это 1000? И Да каждый месяц вкладывать сколько нужно положить? Да, 100 100 евро? евро, да. Просто На немножко, 1100 евро на 36 месяцев и будет такая сумма. да. Ну вот смотрите, помните, я вам говорила, что Васадин говорит, послушайте, не надо пытаться, знаете, напрягаться и к этим 3 миллионам идти, и на пути к этим 3 миллионам ничего не есть, никуда не ездить, нигде не тратить, только лишь опять накапливать и копить. Помните, я вам говорила, вот Мгм. это состояние, когда мы, знаете, как уперлись в эти 3 миллиона и теперь не живем жизнь, а работаем на них только. А это не то состояние, вот, которое должно быть у современного богатого человека. Вы знаете, что происходит сейчас на всей планете? Серьезные изменения. И планета сбрасывает в себя очень тяжелых людей. Она сбрасывает себя. Останутся очень легкие люди, и богатые люди должны быть очень облегченные. Поэтому облегчаемся, даже если к 3 миллионам хотим прийти, все равно создаем себе вот этот вайб, вот этот поехала, там потратила, тут поехала, поговорила, расслабилась, еще расслабилась, на массаж сходила, расслабилась. Не зажимаем деньги, а тратим, вкладываем. Но самое главное, надо их знать, куда вкладывать. Почему, например, я говорю, что крипта это бессмыслица. Если ты вкладываешь даже в биткоин, это по сути бессмыслица, потому что там нет идеи, там нет вот этой системы. Здесь ты вкладываешь, когда в потоке, то это здесь ты вкладываешь в людей. В людей. Вот. Когда ты вкладываешь в людей, это все равно, что как система благотворительности работает. И здесь Вселенная, когда ты вкладываешь в людей, тебе все будет масштабировать. Поэтому в кэшфло масштабируется все, что вы вкладываете. Все. Один человек мне тут в весь отдых писал: Боже, все пропало. Майнеры ничего не дают. Я же подписался на то, чтобы майнеры прямо тут мне выдали 1 миллион, а я сейчас, и мне пишет, я ему не могу объяснить. Вот, если вы сейчас здесь, я не помню, простите, как вас зовут, отзовитесь, я вам сейчас постараюсь объяснить, что все, что вы здесь вкладываете, все, что вы вкладываете для того, чтобы изменить свое и создать себе новое мышление. Если вы будете вкладывать, я вам говорила, и сидеть на этих e-currency, то в итоге вы знания не получите. В итоге то, что говорил Васадин, вы не сможете прийти к тому определенному состоянию, в котором деньги будут у вас везде и всегда. А нам нужно с вами к этому состоянию прийти. И поэтому, да, калькулятор этот классно иметь, пожалуйста, всем дам, сброшу ссылку, всем в группе, пользуйтесь им. Но не забывайте, что вам нужно обязательно научиться прийти к состоянию. Сначала это психоэмоциональное определенное состояние. Оно должно быть легкое обязательно. Если ты купил e-currency майнер, сидишь там и думаешь, капец, все пропало, но это не легкое состояние. Значит, что-то меняй в своей голове. Значит, не только покупай майнер, и знай, что ты заходишь в кэшфло, да, чтобы стать богатым. Но чтобы стать богатым, сначала нужно, чтобы мышление богатого было. Когда мы вот ищем, что перекупить, перепродать, как вот это задержать, как вот это себе отложить, это мышление бедного. Мышление бедного. Мышление богатого. Богатый сейчас сидит и думает, куда еще вложить. Если даже у тебя 100 евро сейчас есть, то сиди так и думай, куда еще вложить. Я сегодня все повкладывала, а у меня кошельки чистые. Я повкладывала все в потоках. И сижу, кайфую. Я знаю, вот у меня тут сейчас евро, 3 евро.
класс. Вообще сижу, кайфую, передать не могу. Потому что я подловила это состояние, вот о чем говорил Васадин. Вот это состояние, что вот этот вайб, легкое состояние. Почему оно легкое? Потому что ты знаешь, что ты сейчас все свои возможные на сегодня деньги, я сейчас их не использую здесь и сейчас. Я прямо сейчас ничего не покупаю. Мне сейчас не надо. И я их сейчас раз и могу куда? Я их в потоке. Вот, в потоке. А в потоке это что такое? В потоке это людям. Это людям. А что происходит, если я даю людям? Это ты делаешь вклад огромнейший во Вселенную, вклад. Потому что кто-то прямо сейчас из этих людей, вот этот какой-нибудь один человечек берет, что-то покупает за эти деньги и получает удовольствие. И благодарит Вселенную и говорит: Боженька, благодарю тебя за это удовольствие. И это удовольствие Бог такой получил и сказал: вау, так это же деньги были Ани, так надо же Аню усилить. Или вау, это же деньги были Анжелы, вау, или Тани, или Светы. И Бог говорит: так я тогда усиливаю, она молодец, она столько удовольствий производит, я тогда ей усиливаю, и тогда не 100 даю, а 1000 даю, все. Пусть она 1000 и пробует, как она с 1000 справится, и вы опять то же самое, опять деньги куда? Во вклад, вы во вклад, и опять то же самое происходит. Поэтому кэшфло – это машина по масштабированию, машина роста, машина увеличения, вот, и развития, и нового мышления, и масштабирования. Анжелочка, ну как вы? Вы еще здесь? Да, спасибо огромное, я услышала, да, я поняла. Да, спасибо. Друзья, какие еще есть вопросы? Где моя... Так, я выписала. Так, Алена Мартынова, да? Или как-то ваша фамилия? Сейчас, секундочку. На английском было написано. У вас было так много вопросов. Мне хотелось, чтобы вы вышли в эфир и мне их задали. Сейчас, секундочку. На английском ищу. Может быть, у кого-то еще есть? Лариса Карпенко, еще вы тоже, да? Лариса, вы здесь на связи? У вас микрофон включен? Аня, не у всех микрофоны включены. Может быть, кто-то и хочет что-то сказать. А вот у кого-то рука тянется. Ну, друзья, у меня почему-то что-то тут надо найти в настройках, чтобы все микрофоны получалось включенными быть. Тут почему-то только 30 микрофонов разрешают включить, а остальные не разрешают. Я когда первый раз зашла, у меня тоже человечек вот этот был. А когда я вышла, там звонок у меня был, я зашла по второму кругу, и у меня уже нормально вот микрофон был. Да? Окей. Так говорите, что там у вас? Ларисочка, это вы или нет? Кто там у меня сейчас на связи? Друзья, включайте, задавайте вопросы. Кому микрофон еще нужен? Анечка, можно вопрос? Да, конечно, нужно. Анечка, я слышала о том, что через год якаринцы очень сильно вырастут. И Конечно. вот у меня к вам такой вопрос. У меня на данный момент лишних есть 1000 евро. Вот что мне сделать? Открыть или пополнить поток, или купить 50 якаринцев, и пусть они лежат? О, тоже хороший вопрос. Смотрите, про якаринцы и про потоки. Казалось бы, якаринцы, если вы сейчас купите, то вам в будущем даст хорошее какое-то увеличение, рост. Ну, денег. Но мышление ваше не изменится. Если вы зайдете, эту сумму денег положите в поток, то у вас произойдет ваш личностный рост. А ваш личностный рост, он всегда даст особые супер результаты. Понимаете, как все работает? Можно проэкспериментировать, попробовать сделать 50 на 50, но я, например, бы вам что порекомендовала? Я бы порекомендовала
сейчас, например, открыть потоки, очень хорошо работать над собой, начинать работать с людьми. Вселенная это всегда за это вас будет очень хорошо вознаграждать. И вот с этих денег покупать уже e-currency и покупать уже караты. Даже больше покупать, наверное, караты. Не бойтесь, что они прыгают, что они падают. Они поднимутся в какой-то момент очень резко в 2026 году. Так поднимутся резко, что никто не успеет и очнуться, как они уже будут стоить больше e-currency. А может, как e-currency, понимаете? Вот. E-currency тоже через год и дальше будут подниматься. Да, один e-currency будет стоить огромных денег. И 100 евро будет стоить и больше. Это так и есть. Но зная это, нужно... Сейчас, секундочку, машина приедет. Зная это, нужно не закапываться вот в этих страхах и не сидеть только на кучечке с e-currency, а наоборот создавать своих единомышленников, создавать свою команду, создавать свою группу, подключать своих близких. Почему? Менять свое мышление. Все, создавать поток. Создавать поток. Представьте за 1 год, давайте посмотрим по сложному проценту, что вы можете получить за 1 год. Сделаем вывод. Вот 1 год 1000, например, 12 месяцев, просчитаем вам, 12 месяцев. Так, берем наши 12%, если вы здесь работаете в этих потоках, если вы даже ничего не довкладываете, например. Ну, или довкладывать у вас есть возможность по 100 евро в месяц. Есть или нет? Или у вас опять отключился микрофон? Есть. Вот если у вас есть возможность довкладывать, вот вы за 1 год уже соберете 6000. Это если вы будете довкладывать 100 евро. По 100 евро. 6000 вы за 1 год соберете. 6000 евро вы соберете. А если у вас каждый месяц есть возможность довкладывать еще 100 евро, то на эти 100 евро еще покупайте e-currency. У вас получается за 12 месяцев вы приблизительно накопите такое же количество e-currency, как если бы вы сейчас купили. Ну, может быть, чуть-чуть меньше, но зато у вас еще будет уже разогнанный поток на 6000 евро. А еще за 1 год у вас может быть столько всего, вот как, например, Валентин Карпов. Валентин Карпов нам вообще супер пример. Валентин что сделал? А он за 1 год, у него на первое открытие потока было 100 евро. Что он сделал? Он сначала пригласил своего друга, который состоятельный. Вот. Этот друг положил хорошую сумму. Валентин получил 1000 евро. И 1000 евро сделал первый взнос. И за 1 год он так разогнался, что он начал получать каждый день, представьте, по 1000. Каждый день по 1000. Поэтому я же не знаю, каким потенциалом вы владеете. Если вы его скрываете, и у вас, может быть, там, понимаете, сейчас если вы откроете потоки, и вы сейчас как разгонитесь, что у вас эти e-currency, нет смысла их покупать, чтобы они лежали просто так, а вы не разогнались. Если вы разгонитесь вот в собственном развитии, в работе с людьми, Вселенная будет вознаграждать, и вы, может быть, каждый день уже будете получать по 100 евро, по 200 евро. Понимаете мою идею, смысл? Да, спасибо, Анечка. Очень грамотно все объяснили, рассказали. У меня есть вопрос. Давайте. Можно мне? Николь, Аня, давайте, привет. Привет. А скажите, пожалуйста, вы как вы рекомендуете развивать одну платформу или сразу все? Или как? Потому что на каждой платформе же можно много потоков открывать. Как это делать? Смотрите, вы знаете, вот спрашивала, разговаривала с топ-лидерами, и однозначно Сусарп, однозначно даже Сережа Белоуса, Якуня, все топ-лидеры, когда я задавала такой вопрос, как они это делали, просто спрашивала. Вот так получилось,
и по себе, по своему опыту теперь знаю, самый идеальный вариант сначала развивать полностью одну платформу. Одну платформу идеально. Какую? Смотрите, зависит от того, с какой суммы вы начинаете, и зависит, конечно же, от того, вот про вот эту Верину схему, очень сильно зависит от вот этих 4 позиций. У вас есть ли сбережения, либо есть сбережения плюс зарплата, чисто зарплата, или ничего вообще нет. От этого очень многое зависит. Если вы понимаете, что у вас каждый день есть, что еще можно довносить, то я рекомендую, конечно, открывать в еврах. Если вы понимаете, что, например, там вот человек у меня приходит, пенсионер, которая рассчитывает на то, что она будет работать там немножко с людьми, еще будет делать реинвестирование, тогда она, конечно, открывает киргизский сом. А если у меня человек находится в Польше, у которого очень хорошо работает злотый, то, конечно, он открывает польскую со злотым, это понятно. Однозначно. А если у меня люди находятся в странах СНГ, Казахстан и все остальное, вот Киргизстан, им тоже очень удобно с рублем. Ну, значит, это так, понимаете, каждый под себя подбирает. У меня даже молдаване и белорусы удобнее открывать СНГшную платформу, удобнее, чем евро. Это каждый под себя подбирает просто сейчас удобную. Вот, это первое. А второе, когда вы заходите и по этой схеме, которую я до этого показывала, начинаете себя развивать, вот, когда вы научились пользоваться всеми этими потоками, то, конечно же, вы начинаете масштабироваться. А когда вы масштабируетесь, а вам нужно прийти к сложному проценту, вот к этим 66 тысячам, то вы уже тогда явно растете. Тогда очень удобно. Я про это тоже видео снимала. Если у вас уже есть европейская платформа, очень удобно тут же открывать эту же испанскую. Очень удобно. И то, что я рекомендую, что эти платформы, все, которые мы вторые повторно открываем, мы обязательно их должны открывать, конечно же, со стартовых потоков и с растущих потоков. Вообще-то это будет очень правильно. Но чаще всего мы их открываем с быстрых потоков, потому что есть такая у нас с вами привычка. И, ну, я не могу сказать, что это плохо или неправильно. Все рабочее. Каждый под себя подбирает свое. Создавайте путь денег. Вот. Замечайте то, как вы расширяетесь. И поэтому, если вы даже зашли сначала со всех fast flow, это ничего страшного. Можно переключить теперь внимание на одну определенную платформу и уже на ней попытаться открыть следующий вот стартовый поток и развиваться. Научились, как он работает, деньги пошли, так, открыли теперь растущий и дальше развиваться. Смотрим в будущее, создаем себе будущее и на 3 года или на 5 лет. У меня есть ребята на 25 лет, которые открыли себе для детей, даже вот открыли Cumulative Flow. Ну что, Николь, как вы там? Что Спасибо. думаете? Нет, я так поняла, что да, под каждого человека надо подбирать платформу. Это просто до какой степени развивать надо платформу, чтобы потом переключаться на другую платформу? Это просто открыть все потоки и потом переключаться? Что-то я не пойму. Но до какой степени у вас развиваются ваши деньги? До какой степени? Если у вас 10-тысячные объемы, например, то 10 тысяч здесь запустили, например. Это же тоже зависит от каждого. Понимаете? Если вы чувствуете, что вам растущий поток нужен как минимум на 10 тысяч, и вы, если его из 1000 хотите создать в 10-тысячный, то вы заняты этой платформой, создаете себе. Понимаете? То есть до объема, да? До нужного объема, а потом можно Конечно. переключаться на... Конечно. Понятно. Но есть, смотрите, бывает до нужного объема, а бывает все еще очень важна валюта. Девочки, которые у нас живут в Британии, им важна именно фунт важен. Они хотят его разогнать, раскрутить, они хотят научиться им пользоваться, его масштабировать, к нему привыкнуть. Поэтому они на британской платформе ведут 2, европейскую и британскую. Понимаете?
Ну, вы знаете, киргизская платформа, она очень красивая с growing flow, с растущим потоком, но киргизская валюта у нас очень волатильная, так же, как, в принципе, и рубль волатильный. Европа сейчас евро держит немножко нестабильней, ну и Британия держит стабильней. Про будущее я ничего не могу сказать, тут сейчас много по этому поводу вопросов, но, в принципе, в Киргизии вот мне Сусарб сказал, что не нервничайте, политически бывает падает сом, но чисто физически он очень сильно, он очень важная валюта, и он дороже, чем доллар, потому что в Киргизстане до сих пор производят, и добыча идет золото. И самая большая добыча вообще на весь бывший Советский Союз там золото. И поэтому еще политически могут играть какие-то игры и его валить, как бы он будет падать. Но потом в итоге он все равно будет подниматься, потому что у них рядом Китай. Они там сейчас строят железную дорогу напрямую с Китаем связанную. У них сильно развивается Киргизстан, у них есть нефть, у них есть газ. Они сейчас очень открыты к криптовалюте, прямо внедряют все в банках уже. Они очень активно развиваются, и есть вероятность даже того, что наоборот, он очень вырастет за это время, киргизский сом. Вот. Они независимы от рубля, хотя политики пытаются это все еще держать в связи, а на самом деле Киргизстан очень прорывистая страна в плане еще всяких вот ресурсов, она очень ресурсная. Вот так. Еще кто-то хотел какой-то Привет, вопрос? привет, Привет. Аня. Вова, Это- ты? Да, это я. Мы с Мгм. одного телефона. Поняла. Привет. Что хотел? Поздравляем, у нас Вова Спасибо большое. стал лидером, да, у нас стал лидером. Поздравляем все тебя, всей нашей дружной компании, команды. Спасибо Поздравляем. большое. Хотел сказать насчет других платформ открывать, да? Можно еще так, когда открыть другую платформу, когда я туда пойду. Ну, к примеру, можно так даже сделать, если у тебя какая-то цель. Growing Flow у нас один, получается, тебе если какая-то цель, поездка или еще что-нибудь, то можно другую платформу открыть и просто копить на эту, к этой цели. 100%. Вот так Да. вот так можно видеть, и так можно прийти к тому, когда же я открою, когда я зайду на другую платформу. И я думаю, что можно зайти тогда, когда вот у меня цель появилась. К большим деньгам приходить, когда у тебя цель в конце есть. Лучше. Кстати, ты мне напомнил, точно, мы же раньше так с вами, помните, и открывали потоки, да? Света, да? Да. Таня Да. тоже, да? И в Таня, данный момент, на допустим, эфире. после ваших зажигательных, как сказать, отдыхов на Мальдивах, мы себе тоже поставили цель, допустим, все, следующий гибуттак в Доминикана мы справляем именно в этой компании. И сразу же, как говорится, начали интенсивно работать именно для этой цели на российской платформе. Ну вот, да, я вспомнила. Мы раньше так с вами делали, и я вспомнила. Вот я хотела машину купить. Я такая, так, открываю, значит, растущий поток, точно. Мы под каждую цель открывали, и под поездки открывали, и стартовые открывали под поездки. Поэтому можно под свою каждую цель, чтобы не смешивать деньги эти на цель отдельно, на жизнь отдельно. Да. И А, теперь Чика, Это я классная хотела... идея. хотел еще сказать насчет икаринцы. Тут вопрос был, 1000 евро купить икаринцы или в поток. Мы так делаем, к примеру, мы все в поток, а икаринцы, когда мы покупаем икаринцы, купил 10, убери 1 или там 2, остальные в потоке работают. И каждый раз, когда ты покупаешь и в поток вкладываешь, ты откладываешь, вот купил себе какую-то сумму икаринц, чуть-чуть убрал. К примеру, на сберкассу. На сберкассе ты так часто не пользуемся, мы, к примеру. У нас Money Storage часто работает. Получается, на сберкассе это как сейф для икаринцев, которые по одному, по Сейф. два туда заходят, да. Мгм.
Да, Вова, кстати, супер, благодарю тебя, Боже, что ты такой важный момент напомнил. Да, я вам всем хочу сказать, что себе такое правило, все до одного. Вот если вы в этой группе сейчас находитесь и хотите стать богатыми, запишите, пропишите себе это правило обязательно. Обязательно необходимо делать так, чтобы вот сколько бы вы в месяц не тратили e-currency в месяц, то обязательно, вот если у вас, например, есть там 1000 или 100 e-currency, неважно сколько, например, e-currency, или там 100 e-currency есть уже, вы их подкопили. Потратили, например, в этом месяце 85 осталось, а 15 потратили, то вы обязательно в конце месяца подводите такой итог, смотрите, так, сколько потратила, 15, и в ближайшие дни эти 15 e-currency докупаем. И хотела вам уже сделать скриншот. Мы марафон со Светой начали. Я еще на Мальдивах была, или до Мальдив. Марафон. Вот войдите в этот марафон. Марафон заключается в том, что вы отмечаете для себя, сколько вы в месяц можете e-currency себе еще докупить. Мало того, что вот эти вернуть, по сути, которые вы сами у себя взяли, обязательно. И в ближайшие несколько дней работают все потоки только на то, чтобы их докупить, вернуть. Обычно это Growing Flow поток для этого очень хорош. Когда он вам производит деньги для реинвеста, то вы реинвестировали, использовали currency. Конец месяца, подводим итоги, и вы смотрите, так, теперь я эти деньги, которые он мне выдает, полностью отправляю на закупку и currency. Собрала, все, пополнила свой фонд и currency, они у меня есть. И все. И в марафон зашла и себе говорю, например, каждый месяц плюс 10 и currency покупаю, например. Или там каждый месяц плюс 2 e-currency добавляю, всего лишь. Но каждый месяц обязательно. Знаю, что у меня 100 e-currency в этом месяце. Ну, всегда есть на кошелечке. Теперь будут, какой сейчас месяц? Май, например. В мае будет 102. И веду себе такую, вот повесила на стене. Все, у меня 102, отлично. И каждый день проверяю, могу ли я сегодня себе купить еще один плюс e-currency. Вот, таким образом вы будете все это балансировать, все будет в балансе, в гармонии. И действительно, как Вова, вот видите, предлагает, если вы Money Storage кошельком всегда пользуетесь, то там они раз и улетели куда-то по потокам. Вы возьмите на Сберкассу, либо на Chinese, на китайскую, на Чину, заведите куда-то на какой-то второй кошелечек, и там их себе накапливайте. Пусть у вас эти 100 e-currency там лежат. Ничего страшного, если вы начинаете даже с 20 e-currency. Ничего страшного. Скоро, вон видели, у нас там в e-currency включится 30% депозит. Нормально, вы тоже их начнете увеличивать. По чуть-чуть их подкапливайте. Но от потоков нельзя отказываться. Потоки – это про ваше измененное мышление. Будет измененное мышление, поверьте, можно выиграть, получить приз, еще что-то, как-то они придут, если у вас особое желание иметь хотя бы там 1000 или там добавить себе 10 e-currency, они придут. Вселенная это устроит. Помните, что все желания ваши начнут реализовываться, когда изменится мышление. Так, какой там еще у вас вопросик есть? Вообще, по поводу поток или e-currency, Ярослав и Вера на своих обучениях очень хорошо сказали, что деньги потока дают как бы жизнь, а e-currency ты купишь, и они будут лежать, и может сработать вот этот вот страх, что в тот момент, когда опять e-currency начнет падать, человек начнет их продавать. И тогда остается в потере, а не в плюсе. Да, их 100%. Свет, 100%. Да. Анечка, а можно вопрос? Ты вот сейчас только что сказала что-то про e-currency. У меня, знаешь, так быстро оно в голову врезалось, и тут же слово не могу повторить. Депозит, что-то там будут.
Да, ну в скором будущем будет на e-currency депозит. Когда вот этот человек про майнеры, помните, начал он говорить, я не помню, кто это, но у меня очень нервничал, писал мне все время на Мальдивы. Майнер, майнер, меньше майнит, майнер, что же делать? Куда бежать? Никуда не бежать. Увеличивайте скорость майнера. Все, пусть он у вас майнит не 1 к 1, 1 токен, 1 e-currency. Пусть майнит, например, за 1 e-currency там 4 токена. Почему так? Потому что токены вы покупали ранее по очень хорошей цене. Вот. А сейчас e-currency, всегда, когда майнер падает, значит e-currency один явно будет расти, может быть, к 30 идет, понимаете, 30 евро за 1 e-currency. Вот. И наступит ведь момент, когда мы все промайним. Вот у меня тоже такой случай был здесь с одним участником, который открыл старый кошелечек мамин. Еще, по-моему, мама 10 лет назад была. А там у мамы в кошелечке есть такая валюта у нас была еще. Вот смотрите, у нас сейчас с вами e-currency. До e-currency у нас были EK-токены производства. До EK-токена у нас еще был EK-доллар. Вот, EK-доллар. Мы вот таким способом за 12 лет постепенно это все производили. По-моему, это 10 лет назад был EK-доллар. Сначала люди свои деньги обычные из жизни превратили в EK-доллар. Потом им из EK-долларов перевелось все в EK-токены. Точно так же, как покупали мы. Сейчас мы все перевели в e-currency. E-currency уже живая криптовалюта, которая майнится. Но наступит же день, когда она перестанет майниться, потому что мы это количество уже, вот смотрите, вот раньше были EK-доллары, мы произвели определенное количество из них EK-токенов. Мы больше произвести не можем. Мы не можем сейчас добавить еще +1. Технически это невозможно. Они уже все произведены. И из них, из всех уже будут произведены обязательно e-currency. Все. И когда произведутся e-currency, майнеры будут постепенно останавливаться. То есть что значит останавливаться? Меньше и меньше производить. Когда все e-currency, а сколько заявлено? 33 миллиона, 333 миллиона, 333 тысячи, 333 e-currency будет всего произведено. Это технически невозможно произвести на +1 больше. Технически невозможно. Это производят машины. Вот, и когда они все будут произведены, майнеры, чем, я думаю, медленнее майнеры будут работать у нас, тем, я думаю, быстрее у нас включится стейкинг. Стейкинг – это когда ты, по сути, берешь свои e-currency, ставишь их на депозит и получаешь за то, что они у тебя стоят на депозите, тоже какой-то процент. Я его просто увидела в кошельке, там написано 32 или 30 сколько-то там процентов. Сейчас посмотрим. У нас же у всех в кошельке в Money Storage на e-currency. Зайдите, посмотрите, что там написано. Я думаю, это когда-то включится, раз это написано, правильно? Что у нас там написано? Да, 32%. Вот, 32%, пожалуйста. Сейчас еще пока эта кнопка не работает, но зная Дмитрия Васильевича Васадина, если он ее создал, наверное, что-то будет интересное же. Так что вот так. Но, друзья мои, вот есть такие друзья, которые хотят получать денег, но при этом почему-то сидят. И я еще раз вам напоминаю, что здесь отсидеться и так как бы начать хорошо получать не получится. Здесь тоже нужно активничать. Активничать нужно все-таки не лопатой махать там, понимаете, не на работе работать. Активничать нужно знания получать, слушать, на эфиры приходить, чаще заходить в свой кабинет, со мной чаще общаться, со мной ездить на разные встречи, хоть раз поехать со мной на какую-то встречу. Хоть раз. Понимаете? Понять, как это все работает. Ну, то есть вам активничать нужно в плане развития своего мышления. Вот на секундочку, к нам в Германию из Америки прилетают девочки. На секундочку, чтобы увидеться. А люди, которые меня знают, мои подружки, думают, да ладно, когда-то как-то стану миллионером. Но это не пройдет, надо что-то делать. Нужно вот эти все знания начинать реализовывать в жизнь. И мне девочки тоже говорят, да у меня же вокруг все такие бедные, никому не предложишь кэшфлоу. Послушайте, вы начинаете работать над собой, начинаете это нести в люди.
Если бы Иисус, который пришел к нам на землю, тоже так считал, то он бы просто пришел тихо и прошел мимо. Никому бы, ни с кем бы не поделился этой любовью и светом. И никто бы об этом не узнал. Ничего, что он прошел, и ничего, что люди спустя тысячелетия до них доходят. Ничего, ваше дело это нести. Вселенная вас будет благодарить за это. Вот. Ну что, если мы закончили на сегодня, побежали. У меня, кстати, в 2 часа еще встреча в Хилтоне, в отеле с уже новичками сегодня. Анечка, я прошу Ага. прощения. Скажи, пожалуйста, в Германии в каком городе у вас встреча будет? В Германии, Света, в каком городе, Тань? В каком Город городе? Физбик. Пишите мне в личку, я всем отправлю и пригласительную, и возможность оплатить встречу, и там будет и адрес, и все описано. Да, это будет Спасибо большое. район Бремена. Это это лежит А1, это автобан А1, это между, можно сказать, Бремен, Оснабрюк, в этом районе. Ну да, так что давайте готовьтесь. Кстати, у нас кто еще вот может реально прилететь, пишите, и мне пишите. Мы там уже отель один целиком, практически все номера бронируем, будет весело. Едем веселой компанией. Ну, лидеры едут из разных, топ-лидеры будут, скорее всего, вот. Танечка Нишевская к нам присоединяется, еще несколько, может, и Лапинья Нелли. Сейчас несколько топ-лидеров думают, ну, будет в любом случае интересно и весело. Спасибо большое. Да, и, кстати, Тань, хотела сказать, у нас всех, кто в Украине, девочки, мальчики, кто там в Украине есть, у нас в Украине появились новые группы для украинцев, тоже поддерживающие по городам. Так что пишите мне заявки, кто в каком городе, я вас поприсоединяю в группу. Мы там немножко сейчас строго по безопасности, только все знающих присоединяем, чужих никого не присоединяем. И по безопасности надо внимательно посмотреть крайнюю зарядку с Ирой Левченко, очень внимательно. Кстати, вот у Тани Хан в группе она очень хорошо объяснила. Там по безопасности сейчас внимание особенное. Приходит очень много мошенников, которые пишут, как будто бы вам написала техподдержка. И имейте в виду, никакая техподдержка никогда нам сама никуда нам не пишет. Это первое. Второе. Вот у моей Лизы был такой прикол, было тоже мошенники, как сработали. Вдруг ей друг пишет, и Лиза, посмотри, срочно пришел пароль тебе на почту, дай мне пароль, я тебя внес как друга своего, в общем, и тебе как запасной пароль придет. Она заходит на почту, отдает этот пароль, а оказывается, мошенник взломал уже контакты друга, и уже из этих контактов ей написал. Все, ну мы, в принципе, аккаунт вернули, все нормально, но имейте в виду, то есть никакие пароли, которые даже, если к вам даже пришел пароль на почту, а вы вдруг не заходили никуда, имейте в виду, что мошенники пытаются к вам попасть. Не реагируйте, пароль остался, оставили, но не реагируйте ни на какие сообщения, никому свой пароль никуда не отправляете. Вот, но там хорошо на зарядке, и мы по системе безопасности сейчас усилили. Вы знаете все, что если вы поменяли телефон, у нас такой случай произошел на Мальдивах, Руслана так классно ныряла, что нырнула с телефоном. Вот, и по системе безопасности ничего, мы справились. Все нормально. Она поменяла устройство, ей нужно было подтверждение людям сделать хоть как-то, а то уже 4 дня не можем восстановить телефон, и люди без подтверждения находятся. Но мы справились нормально, все в техподдержку написали. Как всегда, работает наш собственный внутренний личный блокчейн. Криптонов это иногда пугает, они говорят, как это, что это за блокчейн? Это же не биткоин-блокчейн. Но биткоин-блокчейн это неизвестно кто, неизвестно где, неизвестно когда. А личный блокчейн это всегда вот эта связь. Топы, все, связаны напрямую с суппорт, с поддержкой. Дальше. Топы связаны напрямую с лидерами, а лидеры связаны напрямую с людьми. Это будет работать вечно, всегда, это как вечный двигатель. Если это невозможно сломать, потому что все друг друга знают. Вот я сейчас выйду и скажу, кто мои, присоединитесь ко мне. Все сразу
в мою кучку ко мне присоединяться, понимаете? Поэтому этот блокчейн очень стабильный, даже независимо от того, там технические сбои, нет света, не переживайте. Мы все друг с другом все равно, как только включится свет, включится мой телефон, и найдем контакты. Письма будем писать, все нормально. Мы контакты друг с другом точно сможем поддержать. Мы всех своих знаем в лицо, понимаете? Это очень важный момент. Кстати, про квантовый компьютер. Боже, вчера такое кино смотрела. Перескакиваю, столько информации, долго с вами не выходила на связь. И мне очень нравится Танина группа, вот, сообщество миллионеров, это наша немецкая группа, и здесь Таня очень хорошо все по системе безопасности разобрала, разложила, рассказала. Просто у меня бывает не так много времени, чтобы следить за, ну, насыщать, как бы следить за другими чатами. У Тани очень выборочная, классная, крутая информация. Вот у нас появилась кнопка безопасного входа, обязательно, которую нужно включить. Мы ее включаем в наших кошелечках, в мани-сториджах. Так, у меня на английском языке. Секунду, переведу русский. Я думаю, что уже многие наверняка это знают. Вот, про систему безопасности. И я на всякий случай попрошу Таню продублировать в нашей группе, вот в «Думай богатей», и лидеры всю информацию в лидерской группе получают. Там, где у нас с вами здесь установки, у нас здесь с вами очень много всего нового появилось. Вот в установках мой кошелек, вот здесь установки, у нас переход на EID. Когда мы переходим на EID, у нас появляется окошко, секунду, у нас появляется супер важное окошко, с которым нужно ознакомиться. Вот, и здесь вот настройки вот этой аутентификации. Здесь настройки у вас должны быть включены, и обязательно должна быть включена кнопка «Безопасность входа». Вход с нового устройства должно гореть. Это значит, что вход с нового устройства не будет разрешен. Вот. Будет блокироваться. То есть это если мошенник, не дай бог, там зашел с другого устройства и пытается выводить деньги, то его система заблокирует, ему не даст возможность снять эти деньги. Это хорошая новость, мы очень рады этому. Но вот если вы меняете телефон, то вам нужно техподдержку обязательно поддерживать, ну, сообщать об этом, потому что не будет, понимаете, не будет... Техподдержка не дает возможности, пока вы ее не предупредите, не подключится новое устройство. Вот что я пытаюсь сказать. Ну, в принципе, думаю, все уже об этом знают, да? Анечка, а такой вопрос. Я сейчас по твоим, как говорится, разговорам сейчас попыталась пройти. У меня, получается, там на EID светится старый номер телефона швейцарский. Его же по-хорошему надо Поменяй, правильно да, все поменять, да? конечно. Попробуй поменяй сама. Если дает возможность, меняй. Если нет, то будем писать техподдержку. Меняйте свои данные по возможности. Да, скоро верификация в будущем будет проходить обязательно. Мы к этому все идем. Очень стараемся. Сейчас еще из последних данных кое-что внедряется, очень новое, и очень всем нам понравится, очень новое в Money Storage. Прям еще один будет прорыв у нас. Вот. Мы все становимся более социальны, но мы стараемся развиваться таким образом, чтобы это нам не вредило, понимаете? Чтобы это не вредило ни в коем случае нашей безопасности. Поэтому мы медленно, уверенно развиваемся. Вот. Ну что, в принципе, я думаю, друзья, все, уже 2 часа 15 минут мы все проговорили. Я, конечно, не все еще рассказала, но буду потихонечку догонять, рассказывать в своих сторис, может быть, вот в Телеграме. И в Ютубе, конечно, буду что-то выставлять. И в следующие выходные обязательно. И все летим в Германию. По возможности. Присоединяйтесь. Это очень важное, качественное общение. Вот. Вот, Алена Мартиновская, вы здесь, да? У вас было тоже много вопросов. Если у вас еще есть вопросы, задавайте, а то я уже все, конец связи. Выходим. Ань, добрий день. Можна ще питаннячко?
Так, да. Підкажіть, будь ласка, ви там, коли приклад розгону цього зеленого потоку через складний відсоток, і там ви проставляли 24%. Чому саме 24, а не 12? Дякую. Ну, потому что у нас вообще-то в кэшфлоу срабатывает на всей платформе 12%, если вы сильно крутой математик, разберетесь, 12%, либо финансист, 12% начисления. 24 можно получать, но это нужно быть очень опытным. Сначала нужно развиться, это через бонусную программу получается, через работу с другими уже потоками, с кумулятивными потоками, через работу с разными платформами. 24% тоже возможно. И у нас, ну, просто смотри, какие объемы денег. Если вот вы знаете, 30-й поток нам дает 20%. Ага, зрозуміло, дякую. Угу. Вот. Много слов благодарности получаю. И вот, да, добрый вечер. Можете детальнее рассказать, как, если вкладываешь 1000 и каждого месяца добавляешь 100, вот, как, это все меня тоже спрашивают про сложный процент. Ну вот, берите калькулятор сложного процента, играйтесь и смотрите, сколько вы в итоге можете получить. Самое главное, вам нужно понять, что, опять же, то, что я сегодня говорила, менять мышление нужно. Если вы измените мышление, то сможете очень много получать. Дело в том, что получение ваших денег, оно очень сильно связано с тем, насколько у вас меньше страхов вообще в вашей голове. Чем больше страхов, тем меньше вы получаете. Посмотрите вот так и посчитайте, сколько в месяц вы получаете. Вот. Если вы хотите получать 10 тысяч евро в месяц, а получаете 1000, то расширяться нужно не через калькулятор сложного процента и не искать, где 24% сделать, а нужно сначала убрать страхи в голове. Расширяться нужно именно тем, что поехать на личные встречи, пообщаться со мной, пообщаться с Верой Хаптинец, с очень многими. У вас будет происходить поэтапно инсайты, и вы будете распаковываться. И тогда у вас шандарах все раскроется, и раз у вас уже 5000 в месяц. Это так и работает. Почему говорят, работайте с людьми? Это самый сложный вид работы, но это самый продуктивный вид работы. У нас не сетевой маркетинг. Покажу вам прикол. Хотите? Сейчас уже на этой ноте закончу. Надеюсь, этот человек, может быть, здесь сейчас у нас в студии есть здесь, но это очень интересный диалог. Я вчера выставила сложный процент, и девочка мне начинает задавать вопросы, что это за проект. Я пишу, это фонд свободных людей, который с помощью кэшфлоу платформы обучает новому финансовому мышлению и увеличивает ваш финансовый кошелек. В общем, я объясняю, что эта штука работает в сочетании с нанометодом терапевтическим, что это кэшфлоу наше очень хорошо работает с психологией. Я рекомендую очень присоединиться, начинать получать деньги именно здесь. Это шикарный дополнительный доход, который постепенно в вашей жизни перейдет в основной доход. Меня человек спрашивает, какие вложения. Я пишу, если вы есть в Телеграме, то я вас добавлю в группу, и вы почитайте всю информацию, здесь постепенно разберетесь. Человек мне отвечает, я теряла в таких проектах, а я пишу, вложений нет как таковых, потому что вы только открываете себе свой собственный кошелек, вкладываете собственные свои деньги, учитесь с этим кошельком работать и себе вот нарабатываете эти проценты. Она меня спрашивает, а что рекламировать? Я говорю, да ничего не рекламировать. И она мне говорит, а вдруг проект схлопнется, какая выгода вообще нам платить проценты? На чем они зарабатывают? Я говорю, никто ни на чем не зарабатывает. И ничто не схлопнется. 12 лет уже это все работает. Пытаюсь объяснить, но у человека столько страхов, видите как, что очень тяжело. Но в итоге она написала, окей, хочу попробовать. Вот, в общем, вот так поделилась такой историей, что человек спрашивает, когда схлопнется, почему выгодно? Ну, это вот старое мышление.
Вот, люди выживут на этой планете с новым мышлением, поэтому все меняем мышление постепенно, поэтапно, конечно же, через открывание и работу, и через открытие новых потоков и через работу с новыми потоками. Все, друзья, я уже заговариваюсь, уже пока, надо идти отдыхать. Всем прекрасных выходных. Жду всех либо на следующие выходные. Пишите, задавайте вопросы, все обсудим обязательно. Либо уже встретимся с вами с некоторыми даже офлайн. Вот. Обязательно встретимся офлайн. Всем пока. До свидания, спасибо. Большая благодарность. До Спасибо. свидания. Благодарю. Вам тоже.